Да. Привет, Натаха, привет, ребята. Так, я, наверное, все штуки поотрубаю, чтобы нам не мешало. Где мой паучок? На миксере тут. Да нам, я думаю, похеру. И, как бы они, ну, рестрим и рестрим. Насколько там оно дальше продвинулось? Сейчас. Заказала борда. Ну, сейчас посмотрим. Если штырит, пересядем на этот... как его зовут? На другую трансляцию. Если раздуплится сейчас, то ладно. Будем на минуту-две тормозить, ну, нам-то похеру. По сути. Я еще работаю. Ну, тем более. Был бы второй монитор. Был бы второй монитор, да. Работала полиция. Сейчас бы на недельку в Джермани, то да. То да. Мы что себе там делали просто рестрим? Что-что? Мы себе просто рестрим сделали или что? Или... Нет, я запнул. Мы смотрим с чужого твича. Ну, то есть точно так же, как я открыла тебе ссылку, точно так же ссылку открыла и просто на весь экран. Ловим кринжа, да ладно, будет нормально, чё. Так, чуваки, вам норм слышно все? Destiny 2. All the big hitters with news from Borderlands 3, NBA 2K20 and Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, as well as a steamy Age of Empires 2. Gotta be steamy. Hello. Benny, please. Plus two of gaming's biggest stars, Brenda Romero and Привет, Jordan Romero. Ну, у меня на... Кёрджин, приветики. Ну, я на максимум все сделала. Какие они все excited, боже мой. Ну, им же надо быть. I'm so excited to share with all of you in the room, and I'm so excited to share it with all of you at home as well. Soon we'll be sitting down with Randy Varnell from Gearbox to talk Borderlands 3. Yeah, but in just a minute. У нас чувак, который IGDO устраивает, он сейчас на Gamescom'. Nice. Круто. Постит фоточки в чатик оттуда. It's the 90s found footage phenomenon that revolutionized the horror genre and single-handedly made standing in the corner super creepy. I mean, I feel like it was kind of creepy already great, but... I know what. Yeah, right. I know what. Okay. Exclusives! Right here on Inside Xbox, this is the latest trailer for Blair Witch. О, Blair Witch. Давайте смотреть, давайте смотреть. Прям хотим, пожалуйста. There are mistakes we fear. And wrongs that haunt us. But the worst are the sins we choose to forget. Ellis to base. Bullet picked up a scent. He's been through a lot. Just like you. Собака. Собака. Вон табачочка. Блин. I'm not gonna screw this up. Not this time. I can't do this anymore. Oops. Ellis, listen to me. No! Oops. I know you're in no shape to play the hero. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Хоррор, да, любовь прям. Он обещает быть хорошим, поэтому... Выглядит ничего так. Я, насколько поняла, перед этим стоит посмотреть фильм. Да. Потому что Супер, нам есть что поделать в киноклубе. Да, потому что я слышала, что он... Давайте без звуковых команд, пожалуйста, потому что они отвлекают.
Отключи их. Я Вы сейчас- можешь я иду вырубить вырубать, вообще да. чат-бот просто весь. Не, чат-бота вырубать не буду, я вырублю просто. I mean, I'm super excited to play this game, but I genuinely don't think I can do it alone. If there's anyone out there who can provide me with some moral support to take me through that, hit me up on Twitter. Anyway, Это не та же самая девочка, которая была на E3? Похоже. And do you know, Leah, what else does that? I want to say unicorns, maybe. I mean, close. But like a mythical beast of burden, Xbox Game Pass delights fans of all ages. And today we are saddling up a unicorn. Is this The Witcher 3? Привет, Фэбл. Appropriate for another big announcement. Since E3, Давно хотела слушать. Я их верну, не переживай. the PC catalog, including Какую это Shadow of правда War, было? Undertale, Вырубить Blazing Chrome, звуковую Nightfall, команду. and the Banner Saga 3. And that is right. You Ксардос also обручение. you want even more games because why wouldn't you? Также так прийти не высказать. На Gamescom проще. Я, кстати, ходила, даже смотрела, вернее как, я случайно попала на стоимость билетов и... Ой, Cuphead, посмотри-ка. Фильм довольно унылый, большинство... Ну, он может быть унылый, он просто был приколен тем, что в то время это был очень нестандартный фильм. Сейчас левой с этими, не хвостиками, этими гульками маленькими. Кто-то особо выходил, я не помню, если честно, уже. А, я видела эту игру. Bard's Tale 4 Mm, rolls out to Game Bard's Tale Pass 4. on August 27th, and just 3 days later, the horror game we just saw, Blair Witch, arrives on August 30th. I can't take it. Уже I 30 can't take it anymore. Ну да, да. But, wait, and you won't have to. There's more. That's right. We've got 3 games launching into Xbox Game Pass today. That's today. So, Age of Empires Definitive Edition, the best-selling real-time strategy game now in 4K, is joining Game Pass for PC. And joining Xbox Game Pass for console. Брин пришел на девочек смотреть, понятно, все, не на игры. У нас нет ее контактов, прости. Пафос! Он у меня где-то лежит скачанный. Лежит. Название хака в Твиттере. Все, Брин, у тебя есть возможность. Под чем и где? Они под зарплатой. Они под зарплатой. Им платят за то, чтобы они такие были. Remember, Xbox Game Pass Ultimate gets you Game Pass for PC, Game Pass for Xbox console, and Xbox Live Gold. Ты можешь посмотреть запись потом. Зарплата вообще мощная наркота. Я подтверждаю. Так, вы пока смотрите, расскажите, если вдруг что-то пропущу, сейчас быстро. Я работаю. Right. Also, since launching Xbox Game Pass for PC Beta at June's E3, we've been listening closely to fans on how to make the PC gaming experience even better. So check out the Xbox Wire right after the show for details on new updates to the Xbox app for Windows 10, which are going to be coming very, very soon to you. Ooh, but believe it or not, we are not done yet. Мне тоже нравится ее прическа, она такая милая. New and existing Dell Alienware Arena members, head over to the link below for more information. That's right. And lastly, we're nearly there, guys. We are happy to announce that Human Fall Flat, the quirky physics-based puzzle platformer and Game Pass classic title, has new free DLC. DLC у Human Fall Flat. The Steam update, comes direct from the mind of the game's creators and is slated to hit consoles and PCs in late August. For more on the free DLC, why don't we check this out? Что пообещали на Gamescom', что здесь будет очень... нет ни единого CGI ролика на самом Gamescom'. Типа исключительно геймплей, исключительно вот это, то есть никаких просто красивых роликов.
Без Это неинформативных. типа вторая часть или это прошлое? Это прошлое. Нет, это DLC. Просто некоторые эти карты я видела, мы в них с тобой играли. Не, именно. И спред. Free new level. Да. Бля, есть высокая. Ну, глянь. Япончика с кофе. Не путайся CGI с роликом. Ну, говорили, что не будет вообще просто красивых роликов. Исключительно информативные. Обновленный геймплей Киберпанка. Привет. Я отключила звуковые команды пока что на конфу. The Age of Empires franchise burst onto the real-time strategy scene, and since then it's become a worldwide fan favorite. Ever since the announcement of Age of Empires 2 Definitive Edition, the anticipation has been building faster than an Aztec civilization on Arabia. But if, like me, you can't wait to get your hands on the remastered Age 2 Definitive Edition, your wait is almost over. Because today, we're happy to announce that it's launching November 14th for PC and Xbox Game Pass for PC, and is available to pre-order right now. But don't worry, for those who play Age 2 on Steam, never fear. Our friends over at Valve are offering a 25% discount to upgrade to the Definitive Edition. And if you need any more reason to get in on the remastered fun, Age 2 Definitive Edition will feature cross-platform and cross-play functionality across Steam and the Windows 10 store. Plus, did I mention, there's also a bonus campaign. It's called The Last Khans, and it includes 4 new civilizations. So, altogether, the game's remastered in 4K, all the expansions, and there's Steam crossplay. Did anyone else here order the cheesesteak jimmies? Did you order it? Yeah. Anyone after the show? And remember, if you want to play Чё тебя удивляет, Абьюз? Definitive Edition right now, it's available today on Xbox Game Pass for PC and Steam. But we can't just sit here and dwell on what I'll be doing in November. No. Now, it's you might just have the cutest Gears of War assignment ever. Benny, what's happening? Charlie, I'm not gonna lie, it is the cutest thing in the world, but it's hard to tell, right, if you're talking about me, right, or, of course, a Funko Pop Marcus Phoenix, because luckily, you won't have to choose for long, as today, we're excited to announce that Gears Pop will be available starting August 22nd. Нет, это не другая игра. Amazing! August 22nd, we're gonna get Gears Pop, right? This adorable free Я тоже невнимательный лентяй. on iOS, Android, drumroll please, Windows 10. Не обратил внимания. Progress synced across all your devices with your Microsoft account. Some of us can finally realize our dream playing Gears Pop at the office, right? Не надо смотреть, да, слава богу, не надо смотреть 5 утра. And fans of free stuff, right? Free stuff, right? Listen up, make sure you're logged into your Microsoft account and watching this fancy program on mixer.com/Xbox to receive a free in-game Gears Pop Gamescom promotional pack with an assortment of Gears Pop pins to help build and upgrade your squad of adorable and badass Gears Pops. Remember to pre-register today to have График вполне лайтовый, потому что типа в 9-2 часа всего идет. Hold you over until then. Check this out. Ой, ты божечки. Господи. На миксере такие наклейки. Виги, столько эмоций. Келостит, спасибо большое. Спасибо, Валек. Ну что? Сап. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Как твои дела?
Столько эмоций приходится постоянно крутить громкость. Бля, простите. I mean, the game looks amazing, but before we kind of get into that, we actually have your overall rating for the. Вот эта девочка, я узнала ее по флагу. Would you like to for us to reveal it now? What do you think? What was it last year? Can you remember? I have no idea. Okay. No idea. Are you ready to hear what his overall rating is? All right, let's reveal it, please. Ba-boom! 76. Nah. Is that better than last year? Everyone boo. Everyone No, boo. everyone cheers. Better than last year. That's the important thing. It must be kind of weird though to sort of have that every year. И контроллер у них лежит на почетном месте. It's weird. I Так don't know, for me, забавно. it gets, I don't really care too much about it. But 2K, I would like for it to be a little bit higher. But И час спортивных игр. yeah, I'll just pass it on to. But I played Hurt last year, so that's gonna be my excuse for myself. Yeah, you know, I got better. So it's all about Better than the last game, девиз, кажется. Exactly the point. You should see how footballers Sports in the team. UK react with. No, that's okay. a little different. A little different. So, as a gamer yourself, like, what kind of games do you actually like playing? What did you play growing up? Growing up, I was a big Madden guy. Madden and FIFA. Those are the two games that really got me into it. Then now, Fortnite. I love playing Fortnite. Do you play with any of your teammates? Да. A little bit. I play with like Larry Nance Jr. who used to Именно они денежки приносят, а не вот эти ваши now. синглплеер, сюжет-ориентед Yeah, you know. игры. Yeah, I gotta get my new Pelican teammates into Fortnite. Lonzo apparently plays PUBG now, so I'm gonna have to get him to switch over. Yeah. Play Wow. some Fortnite. I'm a big Fortnite guy, so I'm gonna have to see if we can do that. Or maybe they'll switch you to PUBG. You don't know. They might. Peer pressure is a big thing. I played it. I liked it. Don't get me wrong. I did like it. But I think the thing that happened with me, I played Fortnite first. Yeah. So I think that what kind of got me. And then I'm not. I think I was getting my butt kicked in PUBG when I first started. So that's why you. So I was like, you know what? I gotta go back. Duly noted. I do believe you actually got something for us. You brought us a little treat, a little trailer, I believe. Yeah, no. So I'm very excited to introduce the first trailer of the NBA 2K My Career Story. And that was exclusively produced by LeBron James and Spring Hill Entertainment. Has a bunch of Hollywood star на миксере наклеечки только сейчас появились, да, вот эти? А в виде вот этих фанка-поп фигурок из Gears. Да, они появились, их раньше не было. Coach said you were being held up for a violation of team rules. Care to comment? Нет, как раз таки он играет в Fortnite, а его друзья в PUBG. И он типа хочет своих друзей переманить в Fortnite. I've been your advisor for 4 years. If you really want them to hear you, you gotta be willing to sacrifice. There's a choice. В которых вас, ну естественно, в которых восхищены, что идите, буду говорить, блин, говно какое-то. I believe I am, coach. We're 3 months from graduating, Chase. You are letting them win. Really, I just want to. Некоторые стикеры доступны, я поняла. Только некоторых игр. Everything gets real. If you and I want to try and make it into the league, I can't have anyone else in your ear. So you sure this agent knows what he has in you? I mean, you're so much more than basketball. Tighten that elbow, kid. Whoa, what's up, Kimber? So you ready to touch earth? Man, I ain't touching no earth, man. What's up? Я дожевывала конфету и собиралась спросить, это же здесь есть сюжет? В Да, вот тоже спортивной игре сюжет? Серьезно? Мне когда рассказали, что в Mortal Kombat есть сюжет, я удивилась, но здесь я удивлена сильнее. Да это просто как будто RPG какая-то. Вообще. Feel that? That's the anxiety, all right? Use it. Our success hinges on. Да здесь посмотри, кстати, насколько сюжет прям. Тут, если, понимаешь, если сейчас они покажут вот если вот это, то, что мы сейчас видим, это все ролики, которые есть в игре, я уже впечатлена все равно. Скорее всего. If you want it bad enough, if you're willing to sacrifice, it will find you. Режим сюжетной карьеры, пипец, блин.
have a private fridge stocked with kombucha in my trailer if you'd be interested. Nah, I think we're good. Yeah, we'll just catch you later. Okay. Окей. Геймпасс для меня звучит... Ну, все вот эти геймпассы и прочее, они звучат интересно. Другое дело, что... Бля. Работает ли оно у нас? Конфета! Train are moving with another world premiere, this time from a small title called Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Live the life of a true ghost stranded behind enemy lines in this latest installment in the Ghost Recon franchise. But of course, we wouldn't just leave it there. This is inside Xbox after all. So today, we're excited to show you the competitive multiplayer experience. Check this out. У нас какие-то ограничения. Ага, я поняла. То есть надо просто порыть, посмотреть. Гача. А, Ghost Recon. Привет, Плюмбом. Алло. Звуковые пока не работают, но приветики. Как ты? Кисло. Очередные пострелушки. Ну, это, я так понимаю, что это? Дополнение режимовый, что это? У них же огромное количество. Ghost Recon, Division. У них же огромное количество всего. Я даже не знаю, чем он отличается. Музыка. Вот туда еще круг. Угу. Не фабрику, понятно. Go BF4 тебе понравится? Лол. Да, в такие игры только... Ну да, только с друзьяшками интересно время провести вместе. А, это новый режим просто. Find out when Ghost War launches on October the 4th with the full game. Plus, if you pre-order Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, you get access to the beta starting September the 5th. Now to the latest from Borderlands 3. Очередная игра. Borderlands 3. Нет, я читаю чатик. Довольно давно анонсировали. Мне показалось, что это типа новый режим, новый мод, новый режим. Стопудово новый режим. Вот этот мальчик из наших, который сейчас на Gamescom', он в чатик постил фоточки с закрытой презентацией борды. Там были всякие подробности о том, как это делалось, чё, куда, короче, вот это вот все, знаешь. Типа narration за бордой, типа как все делалось. Yes. Okay, so the first thing I need to say is for people who have been not so patiently waiting for the new Borderlands series, what can we expect from the stories and where can new fans jump in? Well, you know, it's been 7 years since Borderlands 2, and Borderlands 3 is a continuation of that story that started... Actually, this is the 10-year anniversary of the release of Borderlands 1. It came out in 2009. Yeah, so that's a big thing. So Borderlands 3 carries on that tradition. It's a continuation of the story. At the end of Borderlands 2, we left off with a map to the stars, the vault map, talking about new places that vaults will be scattered across the universe. So Borderlands 3, our players get to jump in the roles of new vault hunters and hunt down those vaults across multiple planets in the universe. So for the first time ever in the Borderlands universe, we're going to get off of Pandora and get to other places and hunt down those treasures hidden away in Рожи побежали, стапы. Привет, Ксар.
Ксар! From my experience, that's always the first thing you do at Я с тобой еще не встречалась. So Привет. recently we saw Flak. Can you tell us more about the Beastmaster's abilities? I'm so excited to talk about Flak. Да, кто-то звонит сейчас. I am. Flak has been the character that I've been playing the most recently as we kind of prepared the game and got it ready to ship. Flak is the Beastmaster. And what I'm really excited about that, players who've played other characters like Gage in Borderlands 2, who had the Necromancer, who had Death Trap. A lot of people love that. Flak, we are happy to talk about, is a pure pet Это не class. Ксар, это Ксар. Flak has a choice Это разные between люди, three ты тоже, different ты сам не animals путай. that Flak can call out. He's got a Jabber, which is kind of a monkey with a gun. There's a Spider Ant, and then a Skag that just rolls around And and it's been does. confirmed we can pet the Skag. You can pet the Skag, and the Skag responds. Woo! Ей, можно погладить Скага. So you have your choice of which pet that you want, and then like we've done with a lot of the Vault Hunters in Borderlands 3, a lot of different ways to customize and make that character your own, right? So not only do you get to choose which pet, but Flak gets to choose on top of that which action skill you use. So Flak has one where you can supercharge the pet. So as the pet's out and doing things, it's called Gamma Burst. You can make the pet kind of swell up, get all swole, go take down other things. Flak can also do a thing called Rack Attack, where he literally pulls rack. We call rack, pocket rack. Что я пропустила? Тут можно погладить Скага. Это персонаж, у которого есть петы, причем разные петы, их можно выбирать. Один из этих петов Скаг, и вот его можно погладить. Ксар. Нет, не Ксар, а Ксар. Я ему тоже сказала, что он Да, перепутал. разница в одной букве. Можно просто пенсионеры. Мы тут все пенсионеры около 30, поэтому нормально. Well, you know, in Borderlands 2, we had a great. Звонит день ужасно, скажи. You, the player, were bandits. He just calls you bandits the whole time. Well, the bandits are kind of this wild mix of enemies across Pandora that have never really been unified and all of that. Well, the Calypsos are big and bad enough that they have finally unified all the bandit clans on Pandora and have rebranded them the Children of the Vault. You'll see those signs everywhere. And the way they do that is the Calypso twins are streamers. They're streamers. Они. Не он. No one in mind when we made the Calypso twins. But no, seriously, we asked with the Calypso twins, what would happen if our super awesome live streamers that have, tons of fans decided to militarize their fan base. Use that influence. That's right, use that. So the Calypso twins kind of want the same thing you want. They want the vault. So from the very beginning of Borderlands 3, the Calypso twins are going to be in your face. They're going to be trying to stop you on that hunt to the vaults, to get kind of off the planet to the other vaults. And in great streamer fashion, they're going to be recording and putting those streams back in there, and they're going to ask you all to like, Полин, спасибо большое за саб. Спасибо. И тебе доброго вечера. Приветики. Borderlands 2. We haven't used exact numbers yet because we want to hold out some surprise for the fans. Billions and jillions and billions. Right, but we've already talked about a certain you start on Pandora. Машинки все так же Тагиофра. Да ладно, нормально управлять с машинки, чё? Это просто они водить не умеют. Суперводитель. Водитель от Бога и все такое, у нас есть хайлайт. Именно, у нас есть даже хайлайт, где Наташа меня учила водить. Помнишь, да? Я не помню, я не видела этого хайлайта. Я помню, как я пыталась поводить, и ты не одобрила. Я покажу тебе потом. Yeah, that's probably pretty good. These guys are going to get more information later. Let's stop at surprises. Anyway, thank you so much, Randy, for being here. And remember, in case anyone in the room has forgotten, for you. Yeah, Borderlands launches on Xbox One on September 13th. But from the game with all of the loot to a game that also has quite a lot of loot, it's time to talk about PUBG. But before we dive into it, let's check out another world premiere. This is PUBG Season 4. Я эти PUBG не понимаю категорически, потому что, видимо, надо в это говно поиграть. Что это еще? Я думаю, тебе не надо туда играть, потому что тебя засосет. И это самое. Я просто не понимаю, как в такой игре, что значит 4-й сезон, а что с остальными сезонами. Когда были предыдущие?
Как, во-первых, когда были предыдущие, во-вторых, это типа это надо будет докупать, это типа как обновление Вряд ли, вряд ли. World of Warcraft. Это, скорее всего, как... хуй знает. Ну, скорее всего, как у нас в Вове сезоны. Типа, знаешь... Окей. Это можно крупные обновления. Непонятно. Понятно, поиграл пару каток в НЛ, там покупать надо. Прикольно. Значит, как в Вовке. Покупать надо это типа по батл пассы. To the inside Xbox stage. Joining us today, producer Kusang Yutjung and console community lead Ray Kim. Plus, joining us from ID Productions, senior director Chris Charla. Guys, welcome to the show. Понятненько. Ух, кто-то спамит в чат. Одно и то же сообщение. Да? С разных, причем, этих самых каналов. С разных аккаунтов, но прям спамит. Я люблю батл рояли, херовый жанр. Как... Я ни разу батл рояли не пробовала, но выглядит не очень, не завлекательно. Ну, Овер нам когда-то тоже выглядел не завлекательно. PUBG бесплатен? Он бесплатно надо доплачивать, чтобы новые штуки получать. Yeah, I personally cannot wait to explore the new area. Разве не надо покупать игру, чтобы It's going to начать? be so cool to find. Ray, can you tell us about Survival Pass 4? Yes, Season 4 also introduces Survival Pass 4 Aftermath, which allows players to unlock over 100 rewards. Акцент у тебя, чувак, омага. We've also added the cooperative missions, which allows the community to work together towards goals and milestones. As you achieve these milestones together, you'll be able to unlock new rewards, and also you'll be able to swap out missions more easily than previous passes, and you can use DP to continue changing them if you're not up to certain tasks. Also, I cannot wait to start getting all those unlocks. Chris, Season 4 trailer, how awesome was that? That's actually the first time I've ever seen the trailer. Like, I keep hearing about it, and now I finally got it looks fantastic, and like I'm really stoked about finding out more about what's going on, finding some secrets and learning some lore, like... Королевская битва немного. Yeah, like, I honestly just can't правда wait на to покупке get папок. digging in. Плюс, в смысле, как You're the person who's hiding with a shotgun in the corner. Yeah, I hide in the closet with a shotgun. Everyone here, Chris is the person that kills you when you're Сайлин Савапекс ты играл? It's a nightmare. But I know, Kusan, that's not all you've come to share about PUBG today. What else have you got? Yes, it's one of the things that everyone wanted to have. It's cross-platform play for the console. Ну да, это в итоге получается очень странно. Ты игру купи, доп-контент купи. Но блин, в Вове визуальные свистелки-переделки бесплатные, кроме там тематических каких-то, если и то. Ты можешь нафармить себе штуки. Или покупать за... Ну я думаю, что, например, если это, допустим, Вов, то в Вове там выходит новое дополнение. Но здесь не настолько, как бы... А там у тебя типа кусок прям игры новой выходит. Ну да, ну как бы в Вове еще и ежемесячная подписка тоже. Ну плюс ежемесячная подписка. Здесь on the public test server on the давай late September. папки через месяц купил. After a week of beta, we are planning Алло, to понятно. live server in early October. Late September, that's a content not that far away for us. It's really exciting. I cannot wait to get involved with it. And wait, PUBG has been now here for been on console for 2 years now. What else have you got to say to all the players? Oh, we really appreciate the love and feedback all the PUBG community has given us since we've launched. And on behalf of every people in the PUBG, and thank you for playing and supporting us and loving us, and see you at the very ground. Китайцы ведутся на эти... I'd just say, like, on behalf, I think, of everyone, just thank you for giving us such a great game to play. But thank you so much for joining us today. Ну, конечно, батл рояли вдохновена, вам интересно. But now, over to Leah with a game set in a quaint post-apocalyptic winter wonderland. Yeah, thank you, Benny. Thank you. Quaint. Такие в одну сторону повернулись, в другую сторону повернулись. Есть мнение, что 5 что угодно готово.
Exiles Wasteland 3 brings you to the forefront of the post-nuclear world through squad-based static, we'll just call them squabbles, shall we? With deep branching storylines and an open world, Wasteland 3 is truly the next frontier. We've got your first look at the new story, combat, and one heck of a ride. For more on the new title, take a gander at this here world premiere trailer. Rangers, this is the Patriarch of Colorado speaking. Thank you for agreeing to help me. I believe this partnership will be beneficial to both of us. You will bring my fractious children to heal, while I will ensure the continued existence of your organization. Just be warned. Your trip to Colorado will not be easy. Gangs and cults watch the passes and prey on the unwary. You will have to fight to reach us. Here comes the pain train. Очаровательно. Ксардос, ты эту игру ждешь, да же? Wasteland? Это Wasteland 3. Wasteland 3. Серьезный трейлер. Я не помню прошлый. Ну, неплохо сделать чуть более такое что-то понятное и... А, ты Desperados 3, все, Desperados, это Wasteland, да. Но выглядит прям прикольно, интересненько. И геймпады. Мой злой, сорян. На XCOM. Ну это ж все вот эти вот пошаговые turn-based бои, или как он называется. Оно все вот оттуда. А, тут Wasteland 2 не понимаю. Night Maxis, приветики, уважарка. Прошлое прям вообще был кислотно-безумный. Надо будет пойти глянуть. Прошлое посмотреть, насколько оно. Второй разочаровал, третьего что-то ждать не то, чтобы стоит. А что тебя второй разочаровал? Покрасили геймпад. Ну так... Ну они же постоянно красят геймпады. В разные цвета, разные сочетания. Matches the camo there, look at that. So you can finally accessorize your t-shirt to your controller, and this t-shirt will be available to purchase here at Gamescom or online in the US. Так, окей. Это геймпад Xbox, который расположен вот так. Я теперь буду знать, скорее всего, запомню. Я надеюсь, запомню. Special edition controller, and as you can see, it's rocking a blue color scheme with a geometric pattern on the top case, shiny metallic accents, and a slick metallic blue D-pad. The best of all for me, Sport Blue has rubberized grips on the back in a contrasting light blue. I love these grips. They really help you feel connected to the controller. It feels amazing. Ксарт, в целом, это то... Та игра, которую ему перепроходить пришлось. Ну, Ксарт пишет, что Колесар проходил Wasteland 2 и в целом хвалил. Она самая, поняла. Геймпад Xbox клевая, консоль нафиг не нужна. Мне интересно, сильно ли отличается экспириенс игры с PS-ного геймпада и с Xbox-ного? Ну, то есть, если ты привык к одному, насколько тебе может быть ИУ на другом? We've created an amazing original video with a design link from the Xbox hardware team taking us through the Хотел жары меньше месяца, я застал, дождался. Ну, пожалуйста, знаешь, это бойся своих желаний, вот это вот все. Дохотелся? Выглядит прикольно. Сначала определенно будет ИУ. Этот контроллер, скоро должна вторая ревизия выйти, если уже не вышла.
господи. throughout the gaming world for their visionary titles. Ревизии, блядь. Это новое слово, которому вы меня научили. Ревизия, блядь, в консолях. Take a trip back to Prohibition era Chicago in Empire of Sin. Он стоит как половина консоли, нихера себе. Ну а на чем тебе еще на каких свистелках-переделках делать бабло с консоли? Так, что это? Игра про мафию! Пошаговая! Хотеть! But first, let's go back to the beginning. A week ago, I got Chicago. As soon as I did, I started handing out my calling card. Такое, ага. Wasn't long before I was building. Я даю навар XCOM иногда. Да-да-да. I had a few ups and downs along the way. Кроме того, что клавиши другие. Ага, я поняла. Игра от Ромеро того самого. She doesn't show up drunk, that is. Того самого. No one would mess with Jack. Весь день башка болела с утра до конца. Ну, захотелся, да. Ну, ничего, чуть-чуть осталось жары. Вот это выглядит забавно очень, да. Now he thinks he's got me pegged. He ain't got nothing. He ain't got nothing. What he doesn't know is I've been making deals all around town, and I got just enough cops to look the other way. Those who work with me are afraid of nothing. I almost feel bad for the guy. He's just a step on my way to the top. But if it wasn't me taking him down, it'd be somebody else. Aww. Think you got what it takes? Come and get it. О, все! 2020. Йоу! Amazing. It may be their first time on the Xbox stage, but these two great developers. Ну, прикольно выглядит очень. Курки от Xbox контроля. Хоть иди в магазин и щупай, господи. Ну, что интересно. Расположение стиков. Ну, соп, да, расположение стиков, крестовины. Трен композитор героев. Бесит такая графика. Чего? Тебе совсем не нравится такое? Не твой стиль? Кёрджин. На E3 представляли, говорили, что будет какая-то стратегия для мэра Парадокс. А они прям представляли разве? Или просто обмолвлялись? Потому что я не помню. Unbelievably, called the place. Was the oldest continuously operating bar in the U.S. Now, whether it's true or not, I didn't know. But when I started asking my mom questions, like, why didn't the cops just shut it down? The answers I got, she didn't want to give me answers that would be like, well, future game designer, here's how criminal empires are built. So instead, she didn't want to talk about the gray area, and she just sort of pushed me away. But it developed this fascination with criminal empires, and so Paradox was happy to turn that into a game. And I've always been fascinated with this time period. There's a lot going on. Yeah, and you guys did like a whole bunch of research, and I think it's like half of the bosses Слушай, are я не kind видела of, so имя. about half are fictional and half are Внезапно actually решил real, based on real кумыс people. купить. Yeah, Жаркое, сладкого не the majority Всегда certainly есть вода. are real. Yeah. In fact, John's grandmother картонную, я поняла. Was I supposed to say that? I've said it. Exclusive. I've said it now. Yeah, so about half the bosses are real, and the other half are fictional characters that are sum up the era. Yeah. But yeah, we've done a ridiculous amount of research into it. That's brilliant. I mean, John, so obviously we've seen a little bit about kind of what the game's like. What's the main sort of player experience like? Going into this game, what am I going to be doing? What are we going to be doing? Well, it's a strategy game, so there's a lot going on in it. And you have to manage your 4 main resources. Okay. Which is your money, your alcohol, I'm not good at any of those. RPCs, and the time that you have. Okay. And time's a ticking, and everybody wants to have the biggest empire. Of course, you start at the bottom at the beginning. But you do a lot of things in this game. You make a lot of crazy decisions, such as, you sell alcohol to, say, allies of yours. Well, you could sell some poison alcohol and kill a lot of other guys. You won't be allies after that. You can do a lot of really underhanded stuff in this game. Yeah. That sounds really fun. And one of these sort of interesting things I was Да, reading выглядит about очень the kind of миленько. recruitable playable characters. So Плюс лично мне очень нравится тематика криминальных вот этих мафиозных всяких. Their traits can shift, so they could be Мне очень нравится. less drunk,
when they turn up or something? Well, so you start out, the characters, let's say you and I are both playing a game, and we both start out with Tammy. Okay. By the end of the game, your Tammy is going to be different than my Tammy. Oh, so your Tammy, depending on how you play the game, and the other characters that you recruit to play with her as well, your Tammy can end up being a serial killer, mine could end up in love. Спасибо. Keep us updated. Lots of different dynamic character things that build throughout the game that are a reflection of how you play. That's really interesting. And one other thing I was thinking about was obviously, you know, kind of going to strategy games. Sometimes people are sort of like, oh, I just want to kind of hop in for, you know, maybe I don't want to commit sort of a full, you know, stint at it. And you can actually sort of play kind of smaller games. How does that sort of work within the game? Well, the way we've done it, you just say, like, this is it, I'm not doing anything for the next А раньше что он делал? Скажите мне, пожалуйста, человека, который не шарит. All, like, as much as Chicago as you can probably handle, so you can take the full game, or you can say, no, I just want to play a few bosses and have a quick game. I do need to go to work at some point in my life. Yeah. Okay, Да, well, интересно. it looks really fascinating. What do you guys think? It looks really fun, huh? Yeah? Вообще сказала, что сюжеты в играх для пусик. И теперь посмотрите, где он. Один из отцов-основателей ИД. Я поняла. Wolf 3D, Doom 2, Quake, провальную Дайкатану. Joining us and for being here. Now, we've got so much more to come, including, I don't know, smallish, I don't know, what's that game called? Gears 5? I don't know. There's a bit of smaller one. Gears 5. Never heard of it. Later in the show, obviously. But before we get there, a graduation celebration is in order, because from the makers of DayZ comes the next great shoot and loot survival game. And today, we're excited to announce it's out of Xbox Game Preview. Vigor 1.0 officially releases as free-to-play title today. And to celebrate the launch, they're giving away a custom in-game Xbox jacket. So simply click on the link below to get your hands on that. So basically, just get ready to shoot, loot, look amazing while you're doing it, and build your way to survival success. This is Vigor 1.0. It all happens so fast. Сегодня, кстати, 20 лет System Shock'у второму, оказывается, еще. Our future was tainted by radioactive dust overnight. Norway has become the last stand. Карма к фанату технологий. Игры для него в первую очередь были, а мы вот эту хрень не могли сделать. Ромеро как раз задвигал, что нужна история вот это вот. Карма кого выгнал? Лол. Бля, музыка клевая. Забавно, эти драмы в игровой индустрии, господи, это тоже интересно, как в бьюти-индустрии, по-моему, точно так же интересно. Хотя нет, подождите, будь и драмы, ничто не переплюнет. Так, я не понимаю, что здесь происходит в этом заказе. Хотите узнать об Иде и Думе, обратитесь к мосту. Господи, имя. Выживать. Похоже на то, если честно. Тебя там не сильно так отвлекает наша болтовня и вот это вот, и в принципе стрим нормально. Вместе с остальными закончат переводить книгу о Думе. Переводут. Бутердрама, драма с бутербродами. Эх, если бы с бутербродами на лице скорее. Так, абьюз, что там было? Borderlands, не Bordersland. Чё, я что-то не понимаю. Battle Royale, да, похоже на Battle Royale. Либо какая-то херня типа эти Dead by Daylight и...
My request covers key things like organic snacks, specific climate-controlled room, positive color palette, ergonomic seating, performance socks. What's a performance sock? I sort of want it. And fair trade organic sustainable cold brew from the island of Mauritius. It's thoroughly unreasonable. I mean, I thought my rider was ridiculous, but it's more just to make me not look like I've been dragged through a hedge backwards. Yeah, well, try must. So to catch up with this Xbox mainstay and to find out a bit more, I want to try some of this coffee. We're going to chuck it over to Charlie. Did he bring any? Have you got some? I can't see any coffee, Julia. I can confirm. I think he might be in his performance socks. Thank you so much. I am here with a guy who is so Xbox, he does insist we call him Greenie. I'm going to ask you for another round of applause because it is, of course, the GM of Xbox Games Marketing. It's Aaron Greenberg. Как он с одной ножки на другую? С одной ножки! А, нет, все остановился. It's Gamescom this week, or in Cologne. It's wonderful, but Xbox are really turning up this week. What can fans expect from the Open Doors experience and over at the booth? Well, first I have to say, well played. Это ваша деловая тусовка. As you can see, we work hard here, but we try to have fun, and so you guys definitely got me back with that one. Listen, this is the year of Gears. This is the moment people have been waiting for. We know fans are really excited. Just was backstage with Ryan and Rod. They're going to be out here to world premiere. You're one of them, Xardas. Tons of innovation coming with Horde. This is the biggest Gears ever made. And shortly after this show, the opening of Gamescom, opening night live, the first game you will see is world premiere of Campaign. We have an awesome story asset featuring campaign gameplay as well as Kate's story. Rod will be there with Jeff Keighley. So this is a huge, huge day for Gears and Gears fans here with us here and, of course, around the world. There's tons more games as well. Yeah, go on. Yeah. Okay. Следи за всеми тул. Понятно. There's lots of other games as well. If they're heading over to the booth, what can people check out? So, listen, Gamescom's exciting. Nearly 400,000 fans coming not just from Germany, but all over Europe. So we have a huge booth. We have hundreds of games on display. It's great to see fans get first hands on Minecraft Dungeons. First time anyone's got hands on. Fans will be able to play that in our booth. We've got Bleeding Edge, first time hands on. We also have a technical alpha. People want to sign up for that at home. The Rare teams here, people will be playing Battletoads for the first time. Really excited. Nice. The Battletoad fans in the house. And they brought some nice surprises with Sea of Thieves as well. First look at Duo Sloops, and anyone that plays Sea of Thieves this week gets the Halo ship livery Тома for Холла free. выгнали из разногласий в плане сюжета. Он даже написал Библию Дума. Расписал мир, сюжет, историю. Уровни делал скучные, поэтому Ромеро заступаться особо. My favorite part of Gamescom is all these people right here, the fans. Just these. Just this. Wow. Сэнди Питерсон. Господи, вы такие умные. Я чувствую себя ужасно тупой, когда вы рассказываете все эти вещи, шарите, кто есть кто, и я сижу, кто это, а это кто? А это, блядь, я это имя я знаю, в принципе, да, ладно, да, я слышала. Да, создатели настолки, прикольно. I'm back on Thursday doing a Mortal Kombat show, so like, just get involved. Exactly, we've got a Mortal Kombat tournament, we got the Mountain coming. Yeah, we do. I'm gonna try to take that guy down, so yeah, I mean, let's do it. So I'll be here Thursday, we'll be streaming that on Mixer to people that want to watch it. It's just great to be able to celebrate with our fans. Absolutely, and it's not. Это делает вас уже не такими умными, There's как я и something говорил. up in my neck of the woods, I believe, something called XO'19. Can you give us as much information as possible about that? Yes. If you thought what we were announcing and showing here at Gamescom was huge, just wait until you see XO'19. What I love about this, it's a celebration of all things Xbox. It will be the biggest inside Xbox show of the year. We have tons of stuff we're showing from our internal studios, from third-party partners, a lot of big surprises planned, so you definitely don't want to miss that. Inside Xbox on November 14th, we're doing a 3-day celebration in London at the Copper Box Arena. In case you missed that, was November 14th, by the way, so get that on the calendar. Okay, holiday signed off. And the best part is not only will we have this massive inside Xbox, but I want to personally invite all of our fans from around the world to come to London and join us. We're going to have thousands of tickets available. They're only £19. All of the money and proceeds to charity. September 24th, the tickets go on sale. You can check it out at xbox.com/XO19. But November 14th, mark your calendars. It's going to be huge. It is indeed going to be rather long. Yeah. Now, I've got one more thing
thing about XO'19 I want to ask you about. If the games and the date and the fact you're coming to London isn't enough, my piece of paper tells me there's going to be a couple special guests there as well. Well, are we flying anyone in? Yes. Major Nelson will be there. There we go. Yeah. Our head of Xbox Game Studios, Matt Booty, will be there. Indeed he will. Yeah. Of course, I will be there, but... The best one! The best one! And even the big man himself, Phil Spencer, will be in London for XO'19. All of our creative teams will be there. Please join us. I tell you what, I was going to test you on this. I've literally got a piece of paper of everything you had to say. Во время разработки Quake Джон пригласил своего соседа, и своим соседом была Америка. Но на соседство! Карваг вообще всех выгонял, пока они беседки не продались. Полномочий выгонять не стало, и в итоге он выгнал себя в Oculus лол. Ну неплохо, неплохо. During XO'19, you just have to share a room with like the Xbox On mascot Pedro the Fish, right? That's the deal. And also bring the scooter along. Right, I'm so jealous. We've just been whizzing around in Cologne on scooters. It's been great fun. But speaking of diplomacy, the upcoming action RPG Greedfall has already made waves. It's not even out yet. This epic open world adventure takes you through the diverse factions on an island populated by not so nice locals. Now, Быстро дорос в ниши должностей до одного из ключевых разрабов. Сделал много уровней, потом Американ Маги стал напоминать Ромеро, поэтому Кармак говорит, господи, что за человек, который ни с кем не уживается-то, господи. Ready to set sail for that island everyone's talking about. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our land their own. In Greedfall, the world history changes based on the choices you make. You'll enter the island of Tyr Freddy, not to act as an assassin or soldier. First and foremost, you are a diplomat, with all the social powers and status that come with it. You're free to explore every faction's settlement and deal with the powers that govern each. To overcome the challenges ahead, you'll need to befriend members of Greedfall очень клёвая, я прям жду, как она выйдет, потому что она выглядит очень клёво. Вот опять же эти монстры всякие. Princess Majesty, you are most confusing, but thank you for your help. Compose your party of 3 from anyone who's joined you so far. But choose carefully. Each companion brings something different to combat. Kurt, your loyal master of arms and mercenary of the Coin Guard Guild, makes for a great Meanwhile, Afra, a talented scientist from the Bridge Alliance, specializes in ranged weaponry, such as rifles and throwable explosive files. Regardless of who you choose, be sure to regularly switch out and upgrade your companion's equipment and weapons, or you may find yourself overwhelmed in battle. During dialogues and diplomacy, your party members will chime in and react depending on your choices and what's being said. My son, it is clear this woman has no. Даже если это будет просто годный, хороший, качественный середняк, это все еще очень хорошо и очень здорово. Siora is a Tyr Freddy native, fiercely protective of her people's rights. Sides strongly with someone antagonistic to the natives while in her presence, and an angry interruption may force your hand into bloodshed. Don't tell me that you are going to humor this crazy assassin. Be sure to pay close attention to your party members' needs. Each has their own story and unique personal quests. Ignoring them for too long may even cause them to leave the party. Petrus is a missionary of Ptolemy with a remarkable way with words and an outwardly fatherly nature that masks deep-rooted ambitions. Vasco, a captain of the Seafaring Naughts, is one of the more secretive, closed members of your party. Spend time with the captain and complete his personal quest line, and he'll inevitably open up. Develop close friendships with all of your companions, and some may even lead to romance. Never forget, relationships in Greedfall can be as uncertain as the seas that ravage Tyr Freddy's shores. Constantine, I'm here. Pull yourself together. Nothing said or unsaid can be taken for granted. Ultimately, the choices you make will shape the future of the island. We didn't want this fight.
and the lives of all upon it. You are too blind, too renegade to understand. Озвучка прям мне нравится. Еще штук 5. Ну, я вот слышала, что техномансеры, может, такие, ну, хорошие. Summer is the best time to get on some gaming goodness, and with the Xbox Summer Spotlight sale, it's never been easier to discover your next favorite game. Right now, through себе не дотягивает, Кёджину он дотягивает до восторга, поэтому как бы это... В любом случае, это все вкусовщина. В плане именно нравится, не нравится. Ромеро был легендой, поэтому не проблема выбить кучу денег на игры, поэтому быстро было. So make sure to check the Microsoft Store every Tuesday and follow Xbox on Twitter so we can keep you up to date until after the boys of summer have gone. Nice little Don Henley reference there for the oldies amongst us. 700 гривен предзаказ, 1500, видимо. We've got Bungie back on the Xbox stage for the first time in years with Destiny 2. Ну, типа около между 1500 и 2000, да. А на Хроноксе Deus Ex, серьезно. And a weapon that is truly on fuego. But first, it's time for another world premiere trailer. Fans of The Surge, get ready, because the sequel has a bigger world, tougher enemies, and the most Привет, Килости! Я отключила команду звуковую на сегодня. На сейчас. Приветики, привет, Килости, как ты? Как твои дела? Зовите Сипкарона! Surge 2! Set in the ruins of a futuristic city, you must escape a merciless world filled with mysterious military forces, a rampaging cult, and nanomachine monstrosities. You are the survivor of Flight 221, with no choice but to find a way past Jericho City's war-torn walls. Explore the city's intricate and desolate pathways to discover hidden paths. Да, еще на Gridfall, но Gridfall я слишком увлеклась смотрением, поэтому. Survive thanks to your Exo-Rig, a powerful mobile machine that gives you increased strength, speed, and endurance. Делать индустрии много своими руками. Ну, привлечь талантливых людей, и вот это тоже много, собственно, стоит. Дать людям возможность. Damage it, and then use a brutal execution to slice it off. Like every machine, the exosuit can be tuned, adjusted, and upgraded to your liking. Opt for speed and agility, or focus on taking powerful blows to convert them into energy. Your Exo-Rig is centered around your core power, which dictates how much gear you can attach to your suit. Each piece of armor and every implant comes at a cost, so choose wisely. Most pieces of armor you find have both partial and full set bonuses, allowing you to either specialize or hybridize the way you want to fight. To further customize your exosuit, you also have access to implants and injectables. These provide passive and active bonuses. Жестокая игра, запретить все игры. Игры повышают жестокость. Так, все, мне надоело работать. Давай. The Surge 2 features 80 weapons across 9 types, such as the dual-bladed Twin Rig and the brand new transforming Double Duty. These weapons range from military security batons to jury-rigged homemade spears. Each weapon has unique attack speeds, ranges, and damage types. Оружие выглядит клёво. No warrior can get by with attacks alone. You have a variety of defensive tools at your disposal, each with their own advantages and uses. Dodging is for those who believe prevention is better than cure, and for those who enjoy a more aggressive defense. For more advanced players, you can use either the duck or the short hop to evade high or low attacks. These are followed up by a counterattack, which staggers enemies and opens them up to a powerful punishing blow. Blocking can be used to gain energy, which is the resource used for injectables and finishing moves. A block can be defended if you have enough stamina to withstand the attack. You can take this even further by using the directional parry, which rewards a lot more energy and leaves even the tallest enemies out of balance. Dodging, blocking, and parrying can be used to cancel animations and to extend combos, granting you a wealth of attack possibilities that are up to you to discover.
Following you is your faithful combat drone, which can be fitted with several different modules, including EMP grenades, Gatling cannons, powerful charged lasers, industrial magnets, and sniper rifles. These can be used between your attacks for devastating combos, as well as openers and finishers to your fights. The drones can also be used to interact with other players in Ну, вот это выглядит забавно. Меня привлекает количеством оружия и дизайном оружия. Я люблю всякую хтонь непонятную. Здесь оно все выглядит достаточно упорото. Все же типа DS про роботов очень грубо. Я так поняла, оно еще менее интенсивное, чем DS, но во второй части ролика выглядит достаточно бодренько. Надо попробовать. Надо попробовать будет. These are the tools at your disposal and will be the means for you to overcome every threat. Survive the Surge 2 on September 24 on Xbox One. DS сначала... Ой, все! Пройду. Мне давно уже никто ничего не говорил, ты сначала пройди там такую-то игру. Я привыкла, что Наташа ничего не проходит. Ничего, у тебя вон уже почти закончилось это. Я себе просто представила, что мне кто-нибудь скажет, что сначала Секира пройди, и как я буду ржать ему в лицо этому человеку? Да, там сначала Секира пройди, сначала... Долгое раскачество. Сначала Devil May Cry пройди. Не работает! С Наташей не работает! Наташа прошла вообще, да, Graveyard Keeper. Как бы... Сколько из вас прошли Graveyard Keeper? Все же напоминает Demon Souls. Have you met Leah? I'm almost vibrating with excitement. Медленнее, да, тяжело их запустить. You've got some competition there. Устал! Absolutely everything in excruciating detail. Сначала копну. Враги примитивные, но быстрые. Все как в киселе, прокачка ни о чем. Не-не-не, Наташа Нет прошла. того, что кофе не будет никогда. В Кипере есть конец, и я вчера его прошла. Наташа, да, мы вчера видели конец Кипера, прикинь. Очень внезапно случилось. Я чуть не упустила чувство удовлетворения от окончания игры. Прям оно почти ускользнуло от меня. There's different class-oriented finishers, and everyone, when Destiny 2 Shadowkeep launches, will get all three of those finishers. Ooh, very exciting. And what I'm noticing here is while we're playing, obviously we're cutting through a lot of footage here, but it doesn't seem like there's any cooldown between finishes either. You can kind of я сейчас приду, расскажете, что там. Я пойду посмотрю, сколько я часов в Кипере провела. There are more things you can do with finishers aside from just eliminating the enemy. With Armor 2.0, we're taking a lot of customization and RPG elements and inserting them into the action game. Okay. So once you start digging that system, more things become possible with finishers. All of a sudden, you can say, hey, I'm going to take my artifact, I'm going to... Я не открыла достижения еще, сколько-то там. Сколько достижений не открыла? And that one right there, probably my favorite one. If you finish an enemy with that mod equipped, you will spawn a heavy ammo brick for your entire fire team. Wow, that's incredible. But it will cost half of your super. Oh, okay, that's a heavy cost as well. Don't get everything for free in life. There's always a catch. And imagine doing that in the raid, though, and you're like, oh, well, see, this is the thing. Now we don't have heavy ammo synths. We've, we're creeping back in. I'm a big fan of that. Thank you. And yeah, combat mods that sounds like a really good way to, if you want to spice up your gameplay a little bit, you can add a combat mod in instead. Maybe sacrifice a bit more utility. Maybe be less selfish is what I'm thinking. Well, there's totally selfish ones too. Oh, okay, go on. There's ones that will recharge your health. There's the exotic, the Assassin's Cowl that'll make you go invisible. So a lot of play styles open up when you start looking at the finisher mods and putting them around. Wow, and it just seems like the whole system is really just geared towards personalization of your character. Yeah, we're opening up a whole new world of options that let you build the perfect monster killing machine, as we've been saying in the studio. Delicious. So if you have a Guardian, or if you have yet to create a Guardian, you can create a hero for this game that is really a reflection of who you are. It fights the way you want to fight. It looks the way you want to look.
we even just took a look at some of the different options that we have in the game for selecting your difficulty so that you can go in and you can play Destiny exactly the way you want to play it. You can earn extra rewards for taking bigger risk. If you stand toe-to-toe with your enemies and you use a finishing move, you can, what were some of the things we were talking about before? You can charge your health, you can go invisible, you can spawn ammunition for you and your team, more beyond that. And that doesn't come without risk, does it? Are you invulnerable when you do these You are moves? not. You are not invulnerable. I So when you've got that one guy on your fire team who just can't help himself and has to do a finishing move, and then he dies, and you're just, thanks for ruining my flawless run. Well, it's exciting. You see that glow across the battlefield, and like, if I get that guy, I can get that rocket, I need it. And so you rush across, and Can it's you a do it risk on reward. the really big bosses? You can't do it on the really big bosses. Okay. I'll accept You can do it on everything below. Что я упустила? Сидят ржут тут о чем-то. Думаю, сейчас слушаю, что они рассказывают про Destiny. Мне это не интересно. А, они про Дустан рассказывают? I think it's really about making sure that it fits the way you like to fight. So if you're the type of player that likes to get up close and personal with the punching, you know, if you got that type of sensibility about yourself, по разным причинам, не вполне, в том числе по prичине, что не хотят. Exactly the thing that you're going to want to do. If you like to hang back, if you're the sniper, if you're not really into the risk-reward thing, the nice thing is that some of these benefits are shareable across the team. So somebody who rushes in and does a finishing move could drop heavy ammo on the floor. Тебе нужно в него успеть сыграть, пока у тебя там абьюз. It's all Абьюз, about когда ты playing with the уезжаешь. other people that are on your fire team, getting to know your friends and the way they play, the way you play really complements the way they play. Когда? That's the ultimate team right there. I feel like this seems to be really judgmental. I don't think I'm quite up to the challenge. But what do you guys think? Does that sound pretty ace? You big Destiny fans? Они планировали, между прочим, планировали. То есть в голове это сидит как план. Готовились дополнения. Причем днем, так что меньше... Ага. I keep forgetting you're so loud every time I ask that question. No one hears me. Like, when can we play the game? Play the game on October 1st. Okay, that's not so long. That's not so long. It's So really long for Leah. Монику еще добить вам нужно. Ой, я прям предвкушаю. Позовите мне, когда абьюз будет Читать Монику. Потому что там есть такие моменты, я хочу это слышать. All I'm gonna say is I cannot wait for Leah to А может, наоборот, не хочу, не знаю. Я пока не решила. Что страшнее, слышать или не слышать? Слышать или не слышать. and it brings with it a new story, classic Metro gameplay, and a weapon that is literally fire. In the two Kernels expansion, we follow Colonel Klebnikov in the last days of life in Novobirsk. I've been trying to say that all day. Right, and everyone is now laughing at me. I got the first one. All right, but a story that helps guide Colonel Miller's mission to discover the reason for the extinction a year later. And the weapon of choice, well, a flamethrower, of course. Лучше бы рейд показали, Want to relive the Metro saga, including Metro 2033, Metro Last Night, and Metro Exodus. They're all available right now on Xbox Game Pass. Now, let's see that flamethrower in action. It's time for another world premiere. Roll it. There were quite a few survivors here. Until they killed each other off. Акцент. Looks like a lion must Beautiful Russian accent. Да-да-да. Need water control. So your father is on a mission? When is he coming back? Мне что самое интересное, что вот в этом вот Russian accent, который они делают, на самом деле, у меня тогда же ученики не говорят, то есть этого Russian accent, он не настоящий. Да, он такой, знаешь, из этих из старых фильмов каких-то, где представляли Вообще, себе да, вот ну реально, как бы это не настоящий Russian accent. Зачем напомнила про Fire? В смысле Fire? Пая. А, когда я говорила про Fire? Это я говорила, не знаю. А-а. Но я не помню, что было виноват Вика. Всем советуют сменить на русский язык и играть с субтитрами настолько, бля. Так говорит Russian Mafia, Russian КГБ, да-да-да. Да, в американских фильмах. Да. Все вот это, какие ваши доказательства и прочее. We both served the great lie because we both made ourselves believe it was necessary.
Necessary. Хотя единственный вот Russian accent, который мне очень понравился, это в Дэдпуле вот этот, как его, железный. Все, я поняла, да, Титан. У него был очень beautiful Russian accent. Very beautiful. Very beautiful. И это R постоянно протяжная такая, знаешь, колосс, да. For Metro Exodus fans, eh? I completely agree, but now, if games have the power to bring people together, then this next title is the glue to a family of fans. Даже у Зари, кстати, акцент немножко странный. Видно, что ей неловко выговаривать ей. Вот это вот вместе мы сила у нее вместе какое-то. Но это всегда мне очень... Когда я слышу русские фразы Зари, мне всегда странно. Она же вроде как русская. Ну, то есть... Почему ты... Огонь по готовности! Вот да, это не вот. вместе. Ох, песня крутая. Оно звучит так, как будто оно очень старается прямо правильно выговорить. Да. Просто скажи по-человечески. Просто, огонь в русском языке через А. Огонь по готовности! Огонь по готовности, да. Вот такой, все, что и английский, то есть у нее и русский с акцентом, и английский у нее с акцентом. И как бы... Забавно очень каждый раз. And they've seen Marcus and Baird and Dom go through all of the trials and tribulations that they have, and now Gears of War не орали. get to grow with the characters. Просто считаю, что достаточно дать мне носитель человека хоть как-то сказать русские слова. Мне интересно, кстати, я не находила, кто был актером озвучания Зари. Они, в принципе, понимаешь, они, собственно, Зарю называют еще и Заря. Ну да, Заря. Она вообще-то как бы Заря. Она Зарья, да. Gears fan base is like the most passionate fan base I've ever been exposed to. They're so warm and welcoming, and they love this game and they're passionate about it. When you meet them in person, it's almost as if everybody... Здрасте, она In Russia, no mercy. В смысле? Производная от ее фамилии Александра Зарянова. Ну вот, Александра Зарянова. У нее фраза есть же in Russia. Ну, но она же, опять же, она Зарянова, не Зарянова она. Непонятно, потому что все прочитать совсем невнятно, уже норм. Кажется, что всем будет явно понятно, что какие-то русские слова, что-то русское. Вторая часть Гирза лучше. Я вообще не играла ни в одни Гирза. Вообще то же самое. Да. Я столько всего не играла, и у меня столько всего лежит некогда. И во столько всего я не играю прямо сейчас. Я прямо сейчас ни во что не играю, да. Я прошла Ревер Кипера, я буду вас занимать этим еще долго. Я поняла, это ближайшее наше достижение. Следующий мой майлстоун — это пройти Страдивали. Что, там, да, там мне нужно ответить. Я как бы, в принципе, если ты мне разрешишь играть в тот файл, который наш общий. На стриме? Можно. Без стримов не считается. Ну, на стриме-то можно. Можно. Потому что я так понимаю, что тебя постоянно уламывать это тебе через боль и страдания. Через боль и страдания, да. Но просто начинать сначала мне тоже не хватит духа. Вот взять тот файл, который... это... Тот файл, который у нас есть, там уже, в принципе, такой self-sustainable. Ну да, говорит, там вполне очень много уже развито. Не во все игры хочется играть, например, Ведьмака. Идешь поиграй в Ведьмака. Пробовал лишь первую часть. Будем смотреть, кабачки. Ты мне сейчас сказала про... Я хочу, короче, есть. Я тут с вами сижу. Ага, ну иди есть. Я есть хочу. Ну так принеси себе. Я не хочу чавкать вам. Да господи, чавкать. Now you see me, now you don't. В принципе, я тут смотрела, мне тут дальше как бы ничего такого, что мне было бы интересно, тут не будет. Поэтому, я думаю, я, может быть, буду вообще сваливать. Но это еще не Gamescom, ты же понимаешь, да? Это даже не Gamescom еще? Нет. Это даже не Gamescom. А что дальше? Gamescom в 9 начинается. Потом, блин, сейчас был Xbox, потом будет Google Stadia, по-моему. Но это сервис, типа share сервис. И потом только Gamescom. Стадия, да. Стадия.
Самое интересное в 9. Ладно, я тогда буду от вас сваливать немножко. Давай, Покушу, давай, выпью давай. таблетос от головы, потому что что-то мне не ок. Давай, приятного Вот, тебе. и вернусь к вам потом. Давай. Всем псюськи, бай. Бай. Башки сажать. FF пройти остался. А ты в какой играешь киллости, напомню? Самое интересное в 9 углов, вроде даже интересно обещает. Ну, посмотрим, может, тут, в принципе... Алена, привет! Тут, в принципе, было интересно, на самом деле, и до Xbox. Там был DevCon. Про Unreal Engine всякое рассказывали. Всякие девные штучки. Прикольно было. Тут, в принципе, Алена! Ты вовремя, да. Today I'll be talking with studio head Rod Ferguson and multiplayer design director Ryan Pleven about the upcoming Gears 5 Horde mode. Just being here at the studio, you can really feel the excitement and the passion that Со стоп-гейм, подожди, а в смысле Nightmax со стоп-гейма? Списки Empire of Sin, Gridfall. Почему ты записал Vigor, но я так и не понял. Подожди, а Vigor это что ты записал такое? Что у меня пока записано тоже Empire of Sin, The Search я себе написала, Gridfall у меня в виш-листе уже. Everything started with Gears 2 Horde. It was lightning in a bottle. It was, you know, тот, который пост... откуда взялась стадия? It was the idea that почему нет? А почему стадия? Стадия это не стадия, только стадия. Что ты пропустила? Ну, здесь порассказывали про парочку игр, борду чуть-чуть показали, рассказали про Empire of Sin, это типа про мафию немножечко пошаговая. Второй The Search показали, Gridfall показали, чувак в футболке Мьюз. Gears 2 set out to be. The big thing for us now is this idea of ultimates. Я смотрю около... Basically, characters used to be just defined by the weapons they carry. Помню, что с кого-то на стоп-гейме. Кто-то говорил, был стадия. Понятно, окей, понял. But now, every character has its own ultimate ability, its own special ability it can bring to the game that changes how you play. You can look over and see Kate trying to gather power, and you know that she has an ability to turn herself invisible, so you don't need to worry if she gets in a tough fight. There's also a really big thing called taps. Самый унылый мульт в игре, нет критического. Но это, конечно, нечестно. Нет крита, это как так вообще. Now, in order to get as much power as possible, to get as strong as possible, you actually have to like move and expand your base. Ну да, нет, там ничего критического на самом деле. And every 10 waves, once you beat that boss, a new energy tap appears and you have to go and capture it. So it's really changed the dynamic where now it's much more aggressive than it was in the past. For the first time, your character will start with all the cards that they've already equipped, but they will then increase the power of those cards and increase the power of their core abilities over the course of the game. And that progression is then reset, and you can do it again the next game. And this means that every game feels fresh. If you can try a different combination of perks that work with your cards in a specific way. Seeing people make a certain build, like here's a Kate build, I use these cards with these perks, and here's a Dell build, and I think it will be really exciting to see them mix and match and see these different playstyles come together. One of the things that we've done that is subtle but super important is that whenever you pick up power, which is the currency in Horde, that power gets equally distributed amongst everyone. And that means that if you see some power on the ground, everyone will want you to pick it up. And then we've added stuff to give more information to the players and things like health bars over bosses and mini bosses, and so there's little feedback mechanisms, and it allows you to play differently. Because now I can see that the mini boss is on very little health, so I can go like, I'm gonna get aggressive because I can do it. Or I can see, oh, they've leveled a lot, so I'm gonna. Это можете приписать, купить Xbox. Но проще вычеркнуть. Сейчас показывают Gears of War. One of the most pivotal roles on the battlefield. Если или я упоротая, я не могу понять. Мне просто это не особо интересно, и я что-то, блядь... Я потерялась. Купи Xbox! Делать его по другим платформам, Xbox есть эксклюзивы, господи. Эксклюзивы! Какой-то из режимов, да. Да, значит. Да, ролик на E3 был прикольный, а здесь вот Лабирин пишет, что какой-то из режимов. Если я куплю консоль, могу пойти очиститься из уника, прыгнуть. Почему?
what the best combination of characters is. Я не поняла, почему. And so that idea of finding 5 people who know how to balance the classes, know how to balance the characters, and know what the objective is and what you're trying to do, and everybody's playing together in lockstep with each other, there's nothing more special than having that alignment and succeeding on that goal. So it's really, by far, from our point of view, the most intense, engaging, action-oriented, fierce, epic defensive mode there is in video games. I really like that Horde creates a dependency where you work together. Бокс и стратегия, все игры на боксе 10. Может, они потом анонсируют на типа ПК. Поначалу хуй знает на самом деле. Мне почему-то всегда казалось, что Xbox не настолько прям адово популярен, как тот же PS. Vigor. If you are a Game Pass Ultimate subscriber, you can get Gears 5 on September 6th. For everyone else, the game will be available on September 10th. That was an incredible first wave to showcase Gears 5 Horde mode. Now, can I get a huge round of applause for Rod Ferguson and Ryan Cleveland for joining us here on Inside Xbox? Thank you so much for being here, guys. It is a pleasure. I've got to ask, first of all, right, those ultimates. Для винды будет игра. Сейчас одна платформа. Купил на ПК за full прайс игру, играй на ПК и на боксе. Это не так. Но вот Абьюз скинул часть откуда-то, что типа только Xbox. Может со временем. Может это будет типа эксклюзив на какое-то время, а потом они его... Works best for the team. And they're per character, so it's not on a per role thing. So even if you have multiple это смайл... Это смайл из игры, которую показывали. Типа Gears of War, Pop, что-то там, короче. This is probably the deepest Horde we've ever done, even though it's still super accessible. But the deepness allows you to go in and set your skills, what character you want will give you your ultimate, but also that when you're collecting that power, you're not just feeding the engineer. Like in Gears 4, you're basically collecting power to get the engineer to build. Now you have perks, which you can go in and say, oh, I want to do more damage, I want to do more headshots, I want more ammo, I want more health. So you, as you're playing, you have this in-game progression that you can change who you are in the moment. And so you have out-of-game progression in the cards, and you have in-game progression in the perks. It sounds like you can go like mad with theory crafting with that. Just like, all right, if I get this combination, these 4 teammates, and Yeah, it'd be cool. But talking about accessibility, Он сейчас через стену стрелял или что? Мне скучно это смотреть. Difficulty settings players are going to have access to. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, I mean, one of the big things for us is realizing that day and date in Game Pass and Ultimate Game Pass was that we realized we're going to have a bunch of people maybe who've never played the game before. And so we wanted to create a lot more accessibility to the game, and whether that's accessibility features in terms of high control, we have things like single stick control, ability to turn off camera shake, and all those sorts of things. But even also from the point of Jack was created from a perspective of being accessible. Большинство людей, ну да, PS4 из-за эксклюзивов, а на Xbox, судя по всему, не так много эксклюзивов, и типа на фейхуа тогда. Издатель Богемия, кто это, блядь, вообще, что они издавали, все через жопу делают, понятно. Дракуль Темпест! Видите, Дракуль Темпест! Снизу. Дракуль Темпест. And we really wanted to make them like a really critical part of the team. It wasn't just about having like a support class that sort of все эти игры, типа там Арма, все вот эти Gears, где у тебя один и тот же сеттинг, я не знаю, можно ли это назвать сеттингом. То есть это реалистичные пострелушки. Какие-то нишевые симуляторы. Ну, не настолько прям, мне кажется, эксклюзивов, которые прям много народу хочет поиграть. Хуй знает. Задолбался с этим. Это зря, это зря. Everyone's just going to want to be Jack's best friend. It's like, trust me, I'll take you out for dinner. Don't worry about it. You know, just follow me around in Gears. We'll be good. Doesn't sound like quite enough glory for Benny, unfortunately, though. With that in mind, what sort of sets Horde mode in Gears 5 apart from the previous? Back! Already, but... Yeah, I mean, that's probably there's really a bunch of big differences. One is the Я не ultimate. следила, что они The other что-то is более this power казуальное делают tap для that консоли.
Ryan and the team came up with, which is В probably Богеме еще есть Fairy Tail about Father Frost, Иван and which really add an element of Father control. Frost, Дед We Мороз. wanted to make Gears 5 not only the deepest, but also provide other ways to be successful by not just building fortifications. So the power taps appear every like 10 waves after you kill a boss, and that means that you have to really understand whether you want to move your base or just let it go. They're optional, however, they do provide a ton of power to power up. Если бы я могла, я бы пошла качать ков, но Иван и Настя что? Я бы пошла, но у нас повиснет тогда стрим. Slowly expand their base to control more territory for more rewards. Yeah. Lots of options. Well, now from software to hardware. Got it? Because of the hoodie. At any rate, let's take a closer look at something Gears fans everywhere are sure to salivate over. It's the limited edition Gears 5 Xbox One X. We recently caught up with some of the minds behind the design. Take a look. I always want Gears to stand unique in the way that it pushes on innovation and storytelling in the hardware. And that was the hard У меня нет ничего для фокусов. Я только записалась на курсы фокусников, я еще ничего не умею. When we were designing the console, we imagined that Могу Kate дурацкие was walking прически across a поделать. frozen lake, like the one that you see in the E3 trailer, and something in the ice catches her eye, and she leans over and clears a patch of snow. And she sees a reflection of the Omen looking Фокус с пальцами, я могу фокус волосами только. А на ков нельзя, там надо в настройки лезть, мне сейчас лень вникать. Опять же долго сейчас будет. Привет, Салвиш, приветики, как ты? Как твои дела? We were able to express the idea by laser etching these ice cracks around the Omen. We've never laser etched. Лого у них I прикольно. mean, the laser etching is all over the console. The ice is cracking all over the console. Theming the controller after Kate Diaz was really a natural because she's like the main качать с ограничением или character качество in the стрима game, порезать. and she is exploring this Arctic Игры самого environment. Gamescom, She там wears, всего 3 игры. А тебе какие интересные, Кёрджин? Они просто обещали еще какие-то сюрпризы, поэтому, может быть, сюрпризов что-то будет. Я сейчас пойду посмотрю, может, я смогу реально купить фокус с пальцами в пыль. А этот фокус я просто с удовольствием, от души с душой в душу. 5 terabyte and 2 terabyte drives that look basically like mini versions of the console. It's going to look perfect right next to it. And we work with Razer on like keyboard and mouse. It's one of the first, I think, wireless keyboard and mouse for the console, and they get a whole family of products that all fit together. So working with Rod is an awesome Недавно же еще вышло это Remnant from the Ashes, она тоже типа такая Death-like. Шарик и скотч. Скотч у меня есть, а шарик у меня есть вот такой шарик. Вот такой шарик у меня есть. Сойдет? Все ведь я хочу, я сейчас выкидываю свою и покупаю клавиатуру с лого. Надувной нужен или перчатка есть. Перчатка есть, надувного нет. Могу пакетик надуть. Фокус с задвоением пальцев. С таким? Оп. Надувной шарик и бутылка скотча. That's not the only partnership news for Gears today. Rod, please. Yeah. Tell us what Gears plans to do with Halo. We talked about the Ultimate Edition. We talked about being Ultimate Game Pass. We didn't really talk about what you get for doing that. So we're really happy to announce that we're actually putting in 2 characters from Halo Reach are going to be coming to Gears. Клей в пакетик и дышать. Гей-мутант интересный про Элтон Рин, как Код Вейн. О, про это все покажут. Вот это мне это тоже очень интересно. Код Вейн не очень, опять же, 10 коров. Вика, что? Осуждаем! Осуждаем! Не одобряем! Фу-фу-фу! Плохая Вика! Плохая Викуля! And it's, she's the subterfuge expert, and so she's going to distract the enemy while everybody else goes and does something else. And it's the same actors. So we went out and we got the original cast. So coming after a decade, we brought them И мультики. Remnant не имеет практически ничего общего с DS видеоиграми. Но я села ознакомительную версию посмотреть и надо ознакомиться. Чтобы понимали, мне настолько интересно, что я перестал на миксер, чтобы нафармить 15 уровень и кидаться шавермой в чат!
Шаверма в чат. Так, я пока поищу, где ограничение скорости ставится в BitTorrent. Не, ну рекламировать диск, ну как бы, типа для фанатов да, но столько времени этому уделять, мне кажется. Just looks amazing. Every time I've seen it, I've gone, that looks sick. It's just natural. And it's nice that it goes beyond the characters. As you can see, they got custom weapon skins, custom banner, custom mark, like all the customization stuff that we have with it as well is really cool. Yeah, I cannot wait to kind of like get my hands on with them. But we've been talking partnerships, and you've also got a clothing partnership, which I've lived in for like since E3. Literally have to peel it off. Please, when you wear something else. Wash it occasionally. Washing, please. Yeah, I mean, we've been working with the folks at Bathing Ape to create their, they have an ape line that you got a tease of at E3 with our blue. And you can see we're doing it as in-game as well, so that blue is coming to inside the game that you can wear as part of you know, the camo outfit. And then we're actually do a physical line, which is going to be in red now, our red camo, which is going to be for sale at the Ape Store. Что мне вот в этих играх нравится, это дизайн оружия и то, как оно, ну, то есть насколько народ пытается изгаляться, чтобы делать. То есть у тебя есть типы оружия, но ты же не можешь делать одно и то же. Тебе нужно постоянно придумывать что-то новенькое, как этот дизайн менять, режимы стрельбы. И мне вот чаще интересно, как оно. У гирзов очень много, ну тем более. Значит, если очень много фанатов, то тогда оно стоило, в принципе. Но я нашла в настройках, потому что здесь у меня нету. Я нашла в настройках и других. I'm going for the red theme already, right? I just need the hoodie. А, download limit, все, я нашла. У меня здесь 1000 килобит в секунду. How can I get my hands on the hoodie? Because it's not here. No, it's not. No, they have their stores like in New York and LA. Yeah. Again, they'll be limited on the Xbox Gear Store. Девочка, ну что, а что на 55-м Nightmax? Gonna wear matching hoodies in game. Фабиус уж думал, что это у меня Бизон из Питера. Оружие хорошая, стрельба зачастую удручает. Но я про стрельбу не говорю, я исключительно про вот дизайн оружия и сами режимы. То есть непосредственно там стрельба, сами режимы. We're going to talk about Escape. We're going to talk Burst, which we were doing. People don't know the campaign, so I'm going over to talk to Jeff Keighley, and we're going to put out a new story trailer. All real-time cinematics is all from the story. В Думе новым удачная стрельба. Ну, надо стрельбу эту всю трогать руками в первую очередь. Призрак не считается, он... А, там такая штука. А, я поняла. Призрак это призрак. So much for joining us. All right, and I think it's safe to say we cannot wait for September 10th when Gears 5 officially launches. And don't forget, Gears 5 Ultimate Edition launches September 6th, included on Xbox Game Pass Ultimate. I am so excited. So who's going to be picking it up on the 6th? Who's going to be playing it? I think I'm going to be there. Прогрызла все губы. But that's all from us here at Gamescom. Remember, the fun continues next month with more Inside Xbox on September 24th. Keep up with everything Gamescom when Xbox On goes live on mixer.com/XboxOn Tuesday and Wednesday starting at 5 p.m. British Standard Time, 9 a.m. Eastern and 6 a.m. Pacific. We'll also have new Gamescom videos going live on youtube.com/XboxOn each and every day this week. And of course you can also follow Xbox on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, you know, everything for all the latest Xbox news. Plus, mark your calendars, because XO19 takes over London on November. Не случайно пуши, которые коммерчески провалились, но выглядят badass as hell. Тоже панкер Джек Хаммер. Завершился, есть куча всяких шутнов, сколько еще всяких. Thank you very much from all of us here in Cologne. Thank you so much for watching. See you later. All right. Thank you very much, everyone. А, забавно. Выглядит как что-то вообще, ну, что стреляет максимально хуёво. В Fallout 2 был такой. О. Так, ну я так понимаю, здесь все. Была пушка, которая стреляет лутом, не знаю, скорее всего, не удивлюсь.
Здесь все должно быть Google Stadia еще. А, прикольно. Лутом пушка в Fallout, господи. Да, Stadia, по идее, должна быть и здесь. То есть они здесь все ретранслируют. Stadia! А, нет, гляньте, вырубили. Эть? Окей, хорошо. Хорошо, уговорили. Я делаю вот так. Уговорили. NFS Hit, Stalker 2. Stadia, кстати, 8 же должна быть, да. Модеры сосать. Google на ютубе, как и в прошлый раз. Может, такую пушку не только в портелу. Чуваки на основе первого провального пистолета господ Смита и Вессона сделали такую круть. Она стреляет? Google на ютубе. Можем, в принципе. Прикольно. Динамка, деволверы. А где? Скачиваю за 20 минут свой комп сейчас. Ну, кстати, за 20 минут должен скачаться, если сейчас не поедет наша трансляция. Сейчас я посмотрю, вроде не должна. Так. Как у вас дела? Чё делаете? Чё как вы? Чё куда как? Скачать и быстро снова удалить. Да, типа того. Быстро пройти и быстро снова удалить. Ну, здесь идет уже... ну, там уже идет уже стрим. Stadia Connect 6.6 2019. Pricing Game Reveals. Нет, это не этот. Это просто видос был. Ну и в жопу идите, обманули меня. Виколь невнимательная. Ну, будем ждать. Ну вот же, 19:08:19. Tune in to the next Stadia Connect. 10 AM, 7 PM. Но это наших 8. Я так понимаю, 18 минут типа осталось. Могу не отвечать. Топливо в ТСА. 6. Не то. Я тупанула. Можно не буду отвечать. Можем с тобой обняться. Просто. Я тоже не буду отвечать. Можем с тобой молча обняться, понимающе. Привет, Дрот. Привет, Дрот. Мы закончили только что смотреть Xbox. Бля. Xbox, и сейчас ждем Google Stadia. Приветики. Как дела? Как ты? Чё как? Мне эту ночь снился осознанный более-менее кошмар. Но он хотя бы осознанный был. Ты хотя бы понимал, что... Обнимашки. Ты хотя бы понимал, что это ебатня. Скачала эту Орео-подобную игру, в которую играла Наташа, которая Seasons After Fall. Про Лиса? Или которую? Или которую? Серьезно, в июне было, да, 6 июня. Штадия! Не, я могу каждый раз орать. Штадия! Хорошо, с вами. Ты можешь спокойно орать. Feel free. Это было аж в июне, да. И как, ты не играла еще, Алена, мне? Не тыкала? Минут 10. Давай, у тебя как раз есть 17 минут. Так, игра, качайся. 20% скачивай. У тебя есть... у тебя есть этот... Кёджин, а ты смотрел Ремнантов, и как оно тебе? Как оно тебе? Крыс почти... Крыс почти живем. Отвратительно, слушай. Ты не мог себя разбудить, если ты понимал, что это более-менее как бы осознанно? Не мог сказать, бля, что я делаю? А ну, просыпайся!
Установите, там руки дойдут, даже не в курсе, откуда СГ этот мем появился. Мне нравится звук. Я даже не знаю, что это, но штадия, но орать штадия я всегда люблю. Вы знаете, что я люблю поорать. Вы мне говорите не орать, а я все равно буду. Позвонили по поводу работы преподом электротехники на Ардуине и плюсов для детей, блядь. Ну, для детей, конечно, это не... Я так понимаю, что это вообще не то, что ты хочешь, вообще совершенно не рядом. Пати вроде интересно, одному я бы не играла. Ну вот меня тоже смутило, что там в основном как-то патичками. Оно выглядит забавно в патичках и как-то непонятно, как в солика. Но я себе хочу дотащить и попробовать там, потыкать полчасика. Про Дэрила я вам рассказала. Он у меня начал крашиться в магазине, когда я продаю штуки. Он у меня крашнулся после того, как я еле-еле зачистила вот этот разрыв во времени и пространстве. Я его зачистила. Достаточно сложно. Я подходила к нему раз 6, наверное. Я стала сдавать квест и... Сеп! Мы тебя тут... Мы звали тебя раза 3 точно, наверное. Раза 3 точно мы звали. Во что патичка и в Remnant from the Ashes? В этих действиях был какой-то смысл, но когда проснулся, я его забыл. Блин. Ну, такая херня. У меня бывает иногда сны, когда я понимаю, что это сон, но это максимум того, что я понимаю. То есть обычно все еще какая-то, знаешь, ебанина, ты просыпаешься, думаешь, что было вообще, нахера это было, что происходит. Чё, как ты? Нам тут показали Gridfall, нам показали Surge 2. И на что-то еще тебя звали. На что еще я не помню. Мне нравится тенденция ухода к облачным играм, конечно. Надпись, что в ближайшем десятилетии все будет просто... Надеюсь, надпись. Зрение плохое, сорян. Ближайшие десятилетия. Ну, ближайшие года 3 точно, скорее всего, будет по-старому. Может, пока оно разовьется, пока все будет нормально. Плюс, опять же, весь этот облачный гейминг, он очень зависит от интернета. Но он, блядь, очень зависит от интернета. Не во всем мире есть хороший интернет. Не везде в Штатах хороший интернет, не везде в Европе хороший интернет, не везде в России и Украине хороший интернет. Ну, то есть, хороший интернет — это, скорее всего, немножечко исключение, чем, типа, стандарт. Я, в принципе, не хочу быть преподом, мне постоянно предлагают Arduino плюсы ко мне вообще никаким боком. А работу кем ты ищешь? Как раз вот Remnant отвлекли, знакомые позвали в него, поиграл, понял, что, в принципе, можно играть, но покупать не буду, и много чего не нравится. Gridfall прикольно. Gridfall прикольно, он выглядит очень клево, прям вот да-да-да. Выключены звуковые команды. Выключены, пока что. Для издателей, разработчиков, для игроков сомнительно, кому как. Оно очень сбивает с прослушивания того, что происходит. Я губы опять пожала, блядь. Сука. Разрабом Java, ага, я поняла. Да, на время Gamescom'. Ну, как минимум, забудьте про моды. Ну, только если не сделают какой-то, знаешь, более-менее официальный способ своему. Ну, хотя, опять же, кому это надо? Кому из разрабов и издателей это надо? Позволять моды как-то более-менее официально применять и накатывать. Для игроков выгоднее арендуешь облачные мощности и хороший интернет, не собираешь себе железку раз в N лет. Ну, хороший интернет у тебя должен быть, по логике, нет? Это у тебя должен быть хороший интернет, чтобы ты спокойно мог бы это все играть. Нет, разве? Насчет интернета недавно смотрел своего старого провайдера и решил остаться на текущем. Так мне на прошлой неделе со старого звонили, чтобы я вернулся. Вот видишь, не попали они в тайминг себе. Если бы реально чуть раньше недели позвонили бы, то глядишь и вернули бы. А так
Когда гуляли, было все за БС, уже заходя в парадную, хватануло судорога за правую лодыжку. А у тебя до сих пор не отпустило, что ли? Тарифы, которые есть существующие, вообще не радуют. Хватануло в дверях. Вау. Жесть. Когда в городе нет хорошего интернета. Типа в Москве переезжать дороже покупки нового компа. Но хороший интернет, опять же, это исключение. Там, где судорога хватануло, как раз сейчас самый сок. Бля, у тебя судорога так надолго? Судорога же обычно достаточно быстро должна проходить, нет? Так, 49, у нас 10 минут еще. Мне так хочется пойти лицом в кровать шибануться, чтобы вы знали. Ёб твою мать. На самом деле, мне пока не предложили более выгодный тариф, но я просто уже опять полгода закинул. Так что теперь только в следующем году буду смотреть. А вот если бы они чуть раньше ёбнули, то сама судорога, естественно, нет. Ни хера себе у тебя эффекты после судорог. Ни хера себе спецэффекты. Не рад, что игроки совсем теряют контроль над купленными играми. Кому тоже не нравятся покупки онлайн, а не дисками, но мне норм. Скачал, игра доступна обычно, за стримингом такого нет. Хз, что мне делать нового, может, какой-нибудь из этих облачных может заработать. У меня хороший интернет, не понимаю, о чем вы. У меня тоже хороший интернет, просто пару дней подряд у меня отрубали его там на ночь, потому что у них ремонты какие-то, вот просто так. Компенсировать это время без интернета по их причине? Не, зачем, не надо. Зачем, для чего? Надо все тестить, но опять же, для этого тебе сначала нужно купить штуку, а потом ее тестировать. Даже долбанный баг не исправишь своими руками. Иногда бывает. Правкой в конфиге не скачаешь анатский патч, не скачаешь мод, улучшающий, меняющий, не делаешь ровно ни хера. Ну, так-то да, не сделаешь ровно ни хера, это все исключительно в руках издателей, разрабов и вот этих всех. И всех вот этих ребят. И Ктулху. И Ктулху. Традиционно. И традиционно Ктулху. Так, я сейчас по... А, хотя, подождите, я придумала. Все, я вам не шуршала ужасно на ухо. Я молодец. Я молодец, есть деле. А еще подписок будет до ебени матери, в каждой будет по реально годных игр, которые я хотела поиграть, будешь жонглировать. Да, скорее всего, будешь жонглировать подписками, смотреть, где подписка выгоднее, где она невыгоднее, и вот это вот все. То есть, помимо эксклюзивов в магазинах, типа там вот EGS, там Steam, бла-бла-бла, у тебя появится еще и вот эта хрень. Но, опять же, всегда такие вещи голосуются покупками, а народ будет это юзать, народ будет за это платить. Так что мы знаем, что от этого нам не убежать никуда, к сожалению. К сожалению. Тут уж жопа делать. Сейчас я, подождите. Сожалению.
До сих пор игры, которые фанаты годами поддерживают с играми через стриминг, такого не будет. Поскольку даже издатели разраба не в курсе, как некоторые баги появились. Господи, испугалась, как от них избавиться. Шуши на здоровье везет. Я все хочу себе сделать нормальный, адекватный список вещей, которые выходят в ближайшее время. И постоянно них... А видали? Помните лосинки эти с глазом на лобке? Это как игры в игровых есть доступ. Некоторое время можешь только в то, что есть. Ну, да, фанаты будут держать. Фанаты вряд ли будут держать сервера. Это надо быть максимальным фанатом, или чтобы это было огромное... Ну, короче, это опять же, это траты своих денег. И, ну, короче, я сомневаюсь, если честно, что это будет настолько популярно. Скорее всего, будут игры, в которых ты ни хера не сможешь сделать, хотя очень хочешь. Подождите. Облачно можно купить игру интернет-подписки, дальше могут еще что-нибудь накрутить. Сколько смайлов уже от Overwatch лиги, поэтому я пользуюсь только одним, остальные не очень. Но остальные как-то не ситуационные, ситуативные. Держать сервера нужно где-то игру достать. Если сервера держат сами фанаты, то нет. Видосик от игры поступает. Как 200 очей накопил, завтра пойду куплю у Лучка такие эмоции. Единая распределенная игра, которая контролировать буду майки сегодня Google Media, запуск серверной игры. Задание. Да, у нас не капает вся эта хрень, к сожалению, так что мы вот как сип не можем накопить себе. Это до 2 ночи, потом стрелять на ночь, кому потом не всегда получается. Фанаты запустят свой лучший стриминговый сервис. Потому что они получают, как они получат версию для стриминга. Ну вот да, тут основная проблема, что где ты игру возьмешь. Если она будет, если, то есть, не будет у тебя физических версий, там, возможности купить в каком-нибудь условном Steam, Epic Store, то откуда ты возьмешь версию игры? Если, по сути, это стрим просто, ну, стриминговая часть. Так, я себе приготовила бухлишко на... Ты сотрудник данного стримингового сервиса, спиздишь дистрибутив, и тебе потом придет по этому самому прекрасно, потому что все будут прекрасно знать, кто спиздил. Все будут прекрасно знать, кто спиздил. Guild, что прикольно. Welcome to Stadia. Get Packed. Ghost Recon. Я надеюсь, у них вот здесь где-то прямо на странице начнется стрим. Почему бы нет? Получаешь игру, ставишь себе на облачную станцию, все, что нужно, Моник Клава. Потому что при облачном гейме не собираетесь игру на только с Ютуба. Так, я быстро сбегаю сейчас это и приду к вам опять. Без музыки. Сорян.
Вася Пупкин с торрента, если оф-сотрудник клёв. Так откуда ты, Вася Пупкин, возьмешь с торрента, если у тебя нет версии, ну, то есть тебе неоткуда ее взять? Мне кажется... Что, началось уже? А, ёпта. Подождите. The biggest, да, gaming reveals. Ну что же, эта штука у меня докачалась. Здесь не окажемся в том будущем. Но, мне кажется, пока что все идет к тому, что мы окажемся в этом будущем. Может быть, через пару лет кто-то придумает что-то еще, что позволит не уходить полностью в облачный гейминг. Но мы видим, как все внезапно развивается, как все поворачивается вот так вот. Все, облачный гейминг. То, все. Может, оно вообще начнет работать не так, как они задумывали. И поэтому придется отказываться. И через пару лет 5. Ну вот. Нет, я имею в виду не переход на облачный гейминг, а короче, я условно говорила через пару лет. Peggy 18. Штадия! Ага, вот на ДТФ начали выкатывать новости. Hey everyone, I'm Ray from the Stadia team. I'm here today to give you a brief update on Stadia, the new generation gaming platform where you can buy the games you want and play them across your favorite screens. We're also going to reveal more games that you'll be able to play on Stadia starting this November. Instead of needing to buy a console to play your games, we give you access to Google's powerful custom data centers. Our servers are designed with today's most demanding games in mind, to ensure your games run at the highest graphical settings and frame rate available today. Подполье партизанским отрядом с чемоданами купленных дисков заранее сидим, а новые? Desktop, laptop, можно, конечно, в старые играть. With Stadia, все еще you до get конца 4K жизни. gameplay without annoying game downloads, patches, installs, or expensive gaming hardware to buy. Just grab your controller and your to play Stadia, you'll need the Stadia Founders Edition, which you can pre-order today for only $129. It comes with 3 months of Stadia Pro, our premium subscription for you and a friend, a Stadia controller, and a Chromecast Ultra to play on the biggest screen in your home. And as an added bonus, Founders will already have the full Destiny 2 experience in their Stadia library, ready to play from day one. We've had a fantastic response so far, and are almost sold out of Founders Edition in some countries. So, if you want to be one of the very first gamers on Stadia later this year, you'll need to get your Founders Edition quickly. In our last Stadia Connect, we showed you a collection of launch titles coming to Stadia from the best publishers and developers in the world. And we keep adding more games to the Stadia catalog. Whether you're looking for a mythological storybook adventure in Gods and Monsters, or a chance to take back London with a team of specialists in Watch Dogs Legion, Ubisoft has you covered with both games coming to Stadia. So let's get to it. Чувство, когда игра должна закончиться, она продолжается. Ну вот и бывает такое, да, я вполне понимаю. Я вполне понимаю. Hi, I'm Вам не Shauna, слишком? and I'm Мы не excited перебиваем to с share ними the друг latest друга? titles we're adding to Или the Stadia перебиваем? portfolio. My team and I have been traveling all over the world. For years, we've been meeting with the best developers and publishers with the goal of bringing more of your favorite games to Stadia. We've been to Japan, England, Germany, the US, Canada, and most recently Poland. Our first video is with CD Projekt Red, ну да, who будем are говорить, что making one все of игры the говно most новые. anticipated games of В конце так 2020. все игры новые. And it's coming to Stadia. Говорить про облачный. Let's take a look. Спасибо, Норм. Докачалась, Кит Фриза в трансляции видел, показе. Это их проблемы, у меня уже докачалось. Are you still human? Is it possible to maintain individualism without any human parts? Вы видали отсутствие челюсти полностью? Individualism is actually what creates humanity in us.
Это у них тормоза, это у них тормоза. CDPR has always been a company that Это у них тормоза, это не мои. big emphasis on the storytelling, and creating very strong emotion in players. Не, ну то есть я это тоже вижу, я бы не видела этого на экране. Я не видела эту даму без рта! Non-linearity in storytelling, non-linearity in the way you explore the world, and now we want to introduce non-linearity in gameplay. You can play your character any way you like to play. I like to complete missions in a way that I have managed to outsmart my opponents. No matter what game it is, I always play big butch characters that kind of plow through everything. And all these things have an effect on how your story plays out. But first, remember the man, the myth, Johnny Silverhand. Good morning, Night City. The song on the radio is by rocker boy Johnny Silverhand. Johnny Silverhand, who's a legend in Night City, a musician, but also an activist. We were creating this character, and as we were in the process, we realized, hey, it would be really cool. Keanu is amazing. Johnny Silverhand will be our player's guide to the city. He's with you throughout most of the game. Wake up, samurai. We have a city to burn. This project is of a scale that we've never tackled before. The ambition is crazy. Something like Stadia really allows more people to experience our stories. Everyone gets to experience the same awesome story, quest, and locations. It's a very technologically demanding game, but with Stadia you can actually play it respectively of the power of your devices. There are many. Чё вы меня высмеиваете, а? Чё вы меня высмеиваете? Хватит меня высмеивать. Высмеивают они меня. Высмеивают. Смеюны. Will show them in an exaggerated way things that are already happening in our society, and hopefully our future is going to be better than the grim future of Cyberpunk 2077. Whoa, hey, easy. You have gone through to the other side. Thanks CD Projekt Red for a look at the breathtaking Cyberpunk 2077. I can't wait to have Cyberpunk with me on Stadia wherever I go. In our last Connect, we revealed Destiny 2 Shadowkeep to the world. We're happy to have our friends at Bungie back to show you more from the next chapter of Destiny 2's story. Something wicked. Опять Destiny показывают. Nightmares plague our galaxy. Так я Блюмбома спрашивала, типа. Your past confronts you, Guardian. Я Блюмбома. Ну что это он там писал, что типа буду, то есть покупать буду точно, предзаказывать туда. После, ну, в любом случае, после патчей надо. А, у тебя как у себя, я поняла. Окей. Тоже много фанатов. You haven't seen darkness. Not yet. A great battle approaches. A trio of adorable machines decide to follow their hearts and form a band. Help them chase their dreams in the upcoming 3D puzzle platformer, Kine.
Классно! Посмотрите! Уи! У Destiny тоже могут. Вампиры в БГЗ. Destiny норм, если есть с кем играть, есть баллон постоянно покупать. Наркомания, платформинг! И еще и походу в этот в ритм. Господи. Вампиры будут лютой лажей. Я хочу верить, I want to believe и все такое. Я хочу верить, что будет норм. Kain, coming soon to start. Up next is Darksiders Genesis, a brand new take on a beloved adventure franchise. Для мобильников ужасно! Нет! Я не обнадеживаюсь, потому что мне достаточно кубки уверенности, что деньги отобьют себя в плане получения удовольствия. Название игры срочно! Надо в Darksiders поиграть. Сколько, кстати, мы знаем игр про ритм? А почему вы решили, что это мобилка? The talented team at Robot Entertainment are here to introduce А you кто to the сказал, next что это мобилка? Это же installment of стадия. their popular Почему franchise, мобилка? Orcs Must Die. Orcs Must Die. Скрипка охеренно заходит. Прям, да, я прям пален. Well, well, well. Take a look at these two apprentices. These kids are doing great, but maybe a few tips from old Max would help. First, that bad boy. See, you want to move him slightly left over to the right, 17 degrees, and then also... Ксардас, мы с тобой не играли в Orcs Must Die? С кем я играла? Holy cow, that's a... I'm not good at math, but that's like a billion. Is this even legal? Whoa, whoa, whoa! Did the sorcerers teach them that? Boom goes the dynamite! Look at those suckers fly! Okay, maybe you're quicker learners than I thought. Look at this sucker's knife. Ooh, look, they're so pretty. Oh, wow! Is that an arm? That's what I'm talking about. Go, War Mage! Она клевая! Она клевая! Hero's got a hero, and orcs must die. 3. Orcs Must Die. 3. It looks very insurmountable. A 500 mob army. You can't win. С кем я играла ты My name is Jerome Jones. I'm the design director here at Robot Entertainment. We really just want to make games that people want to play and share with their friends. My name is Patrick Hudson. I'm the CEO of Robot Entertainment. When you're making an interactive experience, you know it's going to end up in somebody's hands, and you want them to feel something. You want to connect with that player. That matters. That means something to us. I always tell people that Orcs Must Die is a puzzle game. Each level is a puzzle. You're a hero. You're trying to stop a bunch of bad guys from getting into your house. We get a lot of letters, you know. Would you guys make OMD3 already? Just make OMD3. Give us what we want.
So we're doing it. I think from Orcs Must Die 3, fans can expect more of everything they love. It's just a bigger setting. The physics are over the top, and so that just creates a really fun landscape for orc mayhem and orc destruction. Hey, where are you going, huh? We were invited to check out Stadia back in January of 2018. Google handed us the controllers and allowed us to play an early version of Doom running on Stadia. And it was great. Right away, it was a fantastic experience. And, I immediately saw it as the next transformative platform coming to the industry. Kind of the same feeling I got when I saw the iPhone coming and what I thought that might mean for games. We knew that we wanted to be a part of it. We noticed the difference when we started actually playing the build on Stadia. That's what everyone's going to get. They're not going to be subject to the power of their machine. Everybody gets that same massive power. That's a big deal. Ну вообще да, народ, я думаю, ждет что-то уровня реиграбельности первой части. In the war scenarios now, you're going to have a 500-mod army in one single wave, and that's not like spread out cleverly like 50 guys here, 50 guys here, 50. That's 500 orcs. That's what Stadia made possible. You get to this point, you want people to start experiencing it. After 25 years, a classic returns. Get set for Windjammers 2. Что? Походу. Let's take a look at the exciting remake of a cult classic, Destroy All Humans, Ну, from THQ Nordic. Может быть, чем-то. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first definitive steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Можно колечки себе надевать, смотрите. Только не собрать вместе пальцы теперь. Здесь я укинулся. Прекрасно. Next, our friends from Warner Brothers are going to tell you about how one of their biggest franchises will be reimagined on Stadia. Hey, my name is Aaron Piepergertis, and I'm the executive producer for Mortal Kombat. We're known for our solid gameplay, our quick, brutal action, and our over-the-top finishing moves like our fatalities. Part of the reason that people return to us over and over is our in-depth story mode. These are characters that people have grown up with, they know, they love, and Mortal Kombat 11 picks up right where Mortal Kombat X left off. You're going to see a lot of returning fan-favorite characters, as well as some new ones. Let the new era begin. We've also got a time-traveling element to the story, so you'll get to see some past versions, present versions, and even some future versions of these favorite characters. It wouldn't be a Mortal Kombat if we didn't have fatalities. And with Mortal Kombat 11, we've got some of the most brutal and over-the-top that we've ever produced. Making a great fighting game starts with the combat. It's got to be fluid, it's got to be fast, it has to be precise. Players spend hours practicing the moves to get that timing just right.
What really convinced us to bring Mortal Kombat to Stadia was seeing the fast, fluid gameplay replicated on the platform. With a game like ours that's very important to us, we have a certain quality bar that we have to maintain. Они уже сообщили, когда кинулся через PC, закрыли. Нет, подожди. Они пока говорят, что это очень перспективно и все в порядке. Пока у них все хорошо, пока все хорошо. Минутку. One of the reasons we're excited about the Stadia platform and being available on the cloud is just the ease of access for our players. It is exciting. It is legitimately cool to be able to pause the game and then go to your phone and play it on the phone. That's pretty cool. We're very excited to bring Mortal Kombat to Stadia this November. Thanks to Warner Brothers and NetherRealm Studios for this look inside their creative process. We're honored to be a new home for one of gaming's premier franchises. When the world only moves when you move, things get really weird really fast. Я чуть-чуть играла в Injustice до МК, но чисто так, знаете, когда ты идешь в клуб консольный и там с ребятами типа сидишь часик играешь, вот все это мой максимум в файтинге. Недавно, по крайней мере. Лор, да, в лор я верю, но именно сюжет. Это мы видели. Это мы на E3 видели. А почему все идет в полную задницу, начиная с МК-10? Это мы видели, да. А сидеть на клавомыши, мне кажется, на клавомыши это Unreal. Хотя, дело привычки, наверное. Сколько можно обсасывать? Это, блядь, минута, погнали дальше. Что это, блядь? Это, блядь, ферма? Литр или ферма? Вызовите Наташу. Историю для тупорылых нефагов нас... А, я поняла. Я поняла. Я не слышала. Впервые. Я литерали иногда чувствую себя максимально не в теме, максимально тупой. И максимально, знаете, вот это вот фейк. Потому что я, блядь, нихуя не знаю. Что с таким образом? Тот продал Skyrim собственному сыну, серьезно? Даже игры популярных жанров могут завидовать. Серьезно? Ёптать. Буквально симулятор вождения всяких комайнов. Но это же литерали ферма. Это, блядь, что за Dragon Ball? Чаймо! Похоже. Это файтинг какой-то, походу. Это файтинг. Игры для людей, у которых отсутствие жизни, Рэл.
Пиздец. Люди в это задротят. Я вообще не шарю в этих азиатском самурай шоудаун. Кто? Шоудаун. Ёб твою мать, самурай шоудаун. А вот дрот шарит. DLC за 100-200к. Ну вот, благодаря про этот симулятор и сказал. На каком мы файтингах не будем говорить. Самурай шо? Самурай шоудаун. Бля, гонки тоже настолько на любителя. This next one comes from our friends at id Software. One of the fastest and most visceral shooters of the decade is headed to Stadia. What you interfere with now is bigger than you can imagine. Давайте угадаем, что это. Your people to save. По первым кадрам, блядь. Doom! Гонял Burnout Paradise. Шестикнопочный файтинг, где можно за 2 удара умереть. Искренне боюсь за Doom Eternal. Ну... Остается только верить. Остается только верить и надеяться, что все было Doom Eternal. Attack on Titan. А когда первая была? Distance охеренная. Я ее допрошла, кстати. Охеренная. Очень понравилось. Если бы еще что-то такое. Но Distance это не традиционные гонки, мне кажется. Ну, то есть. А вот еще одна штука, которая ударит по кошельку. Это ты про что писал, Сип? Doom? Невозможно Doom испортить. Что тут гадать? После Инглада многие за Doom. Первая в Steam лежит с год. Это, наверное, очень прикольно для тех, кто там аниме смотрел, мангу читал, и кто, в принципе, я так понимаю, у Атаки Титанов есть достаточно большая фан-база. Достаточно большая, я имею в виду, пиздец огромная. Давно лежит. Ну вот, Дрот пишет, что с год. Есть аниме. Оняме. Думаю, для них это одна из тех игр, которая еще репутационная будет спасать Инглад, но попробовать новые штуки за пени игроков подзаработать. Ну, хочется верить, что Doom будет ок. Ну, я в принципе верю, что все ок будет. Разочароваться, попереживать я успею еще? А почему все титаны выглядят так, будто у них кожа содрана? Атака титанов крутая, как пусть еще 2 фильма лайф-акшн, лол. Я ничего не смотрела, не читала, не смотрела. Потому что я обычно мангу читаю, а потом иду смотреть аниму. Но я здесь вообще, мне страшно браться. The vast continent of Tamriel awaits. We're thrilled to welcome a stunning and vibrant MMO to Stadia. Fire and fury fill the sky over elsewhere. As ancient powers return to ravage our world. Играю в ТС, смотрю,
Опи! Hear my call. Heroes and adventurers. Gather your allies and stand against this evil. Так все эпично показано. Rise and fight. The season of the dragon. Только аниме смотрю, это очень редко. Я просто обычно читаю перед сном, с телефона ложишься, дочитываешь, там себе смотреть не так удобно. В шахматном клубе не так купить, если делает беседка заниматься онлайн. Сложите эти руки вместе. Первая атака 16-го года. Да-да-да, да-да-да. Да-да. Hello there. Imagine being you, I do. I think about you day and night. It's only right to think. Музыку они хорошо подбирают. Какой? Не, я этот трейлер не видела еще. Я не видела его, кстати. Рип Borderlands франчайз. Почему Рип? Борда 3 хорошая игра с кучей такси пиардеров. Яюшка! Та-та-ра-та! От игр, которые пихают. Ну, это же способ, блин. Ну, это понятно, что они продать хотят. Это же продать способ. Больше денег. Ролики у них клевые. Когда некоторого фокусника посадят, и которого, а что такое, что такое, что такое, что случилось, что я пропустила? Посмотрите на это! Прекрасно! Игроки в игры, разработчики в пиар. Прекрасно, очень нравится ролик, я его впервые вижу. Ты уже выбрал за кого? За главником студии Тонуска. Я слышала, я несколько скандалов застала. And now, from our partners at Ubisoft, a new trailer for a game we know you can't wait to play. Ubisoft! Vicious terror attack. Bitches! Hundreds dead. Mayor of London has declared a state of emergency. As you can see, London's having a rough time of it. What with these nasty opportunists seizing control. That's where you come in. Welcome to the Resistance. It's up to you to build the perfect team and take the city back. The good news is that any Londoner could become your next recruit. You can play as anyone. Боня вышла, но потихоньку она привыкнет. Потихоньку привыкнет. Да, очень добрый. Легион. Это Легион. He only takes half the amount of damage after his nectar pint. Or 4. Top man. С бабкой, да.
And her, that's Sue, top-notch lawyer. Once in your team, she can get your operatives out of jail automatically. Воровство денег у Сеги заканчивается на флешке. Вот это я уже не видела. And this is Alan, old codger and veritable mad bastard. Increased damage with rifles and wait. Им надо было сделать игру. Им надо будет потом делать игру исключительно про бабку. R.I.P. Alan. What? Everyone is different, so you have to decide what's best Как for это your вообще? Мне team. тоже интересно, как будет. Но приезжать, что я не играла ни в первую, ни во вторую, я хуй знаю. Well, everyone's got an origin story. I want you to help me get revenge on the gangster that killed my Ubisoft сосет Help them with жопу. their problem, and once they trust you, they will become playable characters. Бабку, покажите! Friends is a unique gameplay build, so dust off your sorting hat and give them a class. Then level them up and unlock new perks. Как зовут There кого? are thousands of possibilities. Whether you've got a knack for gizmos, Про систему, как ГГ, что ГГ может быть любой проходящий персонаж. building a team with diverse skills will be Мне кажется, critical to your success. а бабку я не помню, кстати. Мне кажется, как раз таки играется очень легко, просто у тебя, ну, типа, меняешь модельку, меняешь способности, грубо говоря. What a lovely hat. Ага. Of course, accidents can happen. Don't worry. If you're smart, you could always surrender. No shame in that. Anyone got Sue's number? Luckily, our city is filled with millions of people, and any single one of them could be your next recruit. London's calling. Get out there and take it back. Ну, просто сменяется персонаж. Нет, здесь не говорят, что у тебя может быть любой персонаж. Любой из города может быть типа персонаж, но опять же, как это будет реализовано. Thanks for joining us today. As we move closer to launch in November, we're continuing to add games Я to так the поняла, Stadia что portfolio. Watch Dogs в принципе не We look особо forward to sharing интересная. more with you in the next Stadia Connect. Все, что ли? Подождите, 40 минут прошло, только алло, куда? Куда, блядь? Понятно. А если прям любое, то говно будет, по-моему. Все ясно, понятно. Ясно, понятно. Это Gamescom у меня, да, включен? Да, Gamescom Opening Night Live. Ну да, зато очень быстро, без лишнего пиздежа, без лишнего. А про саму стадию нет. Нет, говорили исключительно. По-моему, нет, там что-то в начале вроде. Начали сразу про игры. Про игры, которые будут на стадии. Они особо там ничего не говорили. Потому что там сразу начались. Сразу начался список роликов. Сразу ролики пошли. Что-то вначале говорили, но я сейчас не могу вспомнить. Но там прям крохотулечка вообще была. Анонса RDR 2 не было, да. А где должен был быть анонс на стадии? Мне кажется, на стадии могут быть... типа на стадии, скорее всего. Про стадию сказали, что она есть. Сколько там цену сказали? 100... Сколько? Спасибо большое за фоллоу. Спасибо, мастер
Хорзион. Спасибо огромное. Благодарочка. Не стесняйся в чатик писать. Мы будем тебе рады. Не помню майков углов. Анонс, возможно, в Gamescom'. Стоимость объявили. Большинству плевать на все на эти две предшествующие конфы. RDR 2 не может не выйти на ПК, слишком много кошельков для дойки проходит мимо. Говорили, что именно у гуглов или майков. Я забыл, где инфа про это была. Видимо, нет ночи. 129. Неплохо. Неплохо. Это типа... Подождите, 129 в месяц? Чуть-чуть. Никто не говорит, что оно выйдет в этом. RDR, да, или оно выйдет на ПК, вопрос лишь во времени. Ну, вопрос лишь во времени. Ну, рано или поздно в любом случае выйдет, да. Твич охренел, что такое? Ну, Наташа же дождалась этого. Как его зовут? Детройт. Дождется РДР. Выпнулся! А миксер так не делает. Сначала обновят для консоли нового поколения, потом на ПК им скорее поздно выйдет. Было бы логично. Было бы логично, на самом деле, да, обновить на консоли, типа, сначала, а потом уже выпускать все остальное. Предзаказал РДР. А чё ты так? Чё ты так? Чё ты не играешь в него? Сколько выходило GTA 5? Думаю, столько же будем ждать РДР. Чатика миксера нет на экране. Нету никакого чатика на экране. Чатика нету никакого, потому что чатик, он... Вот он. Я его убрала, чтобы он не закрывал нам ролики. Вот он. Вот он. Так что вот так вот. Я с этими анонсами, с вот этим всем, мне хочется идти играть во что-нибудь. А Дэрил у меня крашится, сука. Теперь. Даже в магазине обычном. И даже в этом... Как его зовут? Не в магазине, а на выходе из квеста. Тоже не пришел сильно вес в побочках и открытых локах. Медленно. А нельзя просто забить на все и типа... Я скачала. Да. Да. Но это говорит ровно 0 вещей. Дайте я поставлю это. Давайте, пока у нас есть сколько? 20 минут почти. Та-та-та-та-та! Who is it? Ну да, начались во всех этих у всех журналистов начались типа краткая по вот он сетап. Сейвы есть, лично искал. Выпить для храбрости. Нет, нельзя забить, как надо пройду, пока настроен. Понятно. Нет, вот сюда поставьте, не сюда, вот сюда. Эфир. Далее. Так. Пока есть настрой на Man of Medan. Вот Man of Medan, Gridfall, Blair Witch я прям очень хочу. И есть подозрение, что, может быть, Blair Witch мы с вами начнем прям на старте. Нет, времени нельзя забить. Не могу заставить себя запустить. А во что ты играешь, Дрот, сейчас? В смысле, не... Во что ты играешь, если ты не играешь в РДР? А просто во что ты играешь? Тем временем 47 миллионов... О, ёб твою мать. Что за странное название? Это анонсили? Что именно? Blair Witch анонсили? 150 курсов. Ёб твою мать, господи, наркоман. Так.
Тип установки. Steam-версия, RevEmu версия. Берем RevEmu, исполняемый в оригинальный Crash Patch. Crash Patch. У меня какая версия? Подождите. Свойства. 64. Язык интерфейса русский, язык озвучки русский, частичная озвучка основной кампании, разблокировать контент. Книга Саймона, Путь доктора, тайная посылка, оружие, толстовки. Что это, блядь? Сначала загрузка 15 минут, потом управление вспоминать час, потом понимание, что за 4 часа прошел 2 сюжетные миссии. Загрузка 15 минут, что-то дохуя долго. Слушайте. Как-то овер до хера долго, мне кажется. Фраза над голосом Наташи, которая про наркоманов. Инфа про... Да, про Деспирадо сейчас будет. Викуля виновата своим печеньком. 2 дня не кликала, у меня 30 минут. Пиздец. Дополнительные кампании идут в жопу. Я не планирую удлинять и так длинные. Дополнительные карты. Модели толстовок с капиздоном. Модели оружия. Заменить книгу Саймона на огнемет. Ветку на лук парей, на световой меч. С чем там? Ну, с капюшонами. Ты никогда не говорил вместо капюшона капиздон? Серьезно? Скажите мне, что кто-нибудь говорит вместо капюшона капиздон. Нет фразы, во что ты еще играешь, если ты нет, да? Неправильно развиваю, вместо того, чтобы покупать новые здания, добиваю открытые до 50. Так смешнее, с чем фантастика. По сути, ни во что не играю, хотя в основном для края всего прихожу с работы, смотрю всякие тупорылые видео. Но можете просто после работы отдохнуть. Хочется мозгу расслабиться вообще на максимум. Никогда так не говорил. Никогда раньше не слышал, чтобы так говорили, капиздон. Серьезно? Лол. Даже в армии их не называют капиздонами. Никогда раньше не охереть. Откуда, я не знаю, я еще со школы его помню. Мы в школе так говорили, капиздон. Типа не капюшон, а капиздон. Лол. Это я остальных в школе научил? Вряд ли. Создать рачок. Создать рачок на рабочем столе. Именно я не знаю, кстати, этимологию слова. Мне кажется, это такое, знаешь, из-за того, что это в школе одноклассники, оно просто вот хаотично возникшее. Я тоже первый раз слышу. Охереть, блядь. Как? Я думала, хоть кто-то... Знаете, как я у вас обычно спрашиваю что-то, а вы такие, я делаю вот так, а я делаю вот так. Никогда в жизни еще вы не были настолько единогласны в отношении каких-то вещей. Вика законодатель, вообще пиздец. В армии их называют те, кто разрешал капюшон надеть. Холодно, давай 50 при задании сними эту хуйню. Так это особенная школа. Нормальная школа, обычная. Верхняя черная полоса дрожит. Она и здесь у меня дрожит. Она и здесь, видите, она у них дрожит. Видите, она все еще подрагивает, блядь. Все еще подрагивает, видите?
Там бушлаты в печке. Огромные кружки чая — это огонь. Карманы зашивают. Просто такое единогласие. Да. Я не знала. Я не думала. Я думала, это типа норм. Ну, знаете, все так в детстве называют. Ну, может, не все, но часть народа называют. Поставил лимит 10 раз, надел, предмет сломался. С песком тоже варик. Просто полоса офигевает, и слога пиздон. Нормальное слово. Ой, гляньте, я нашла свой конспект из универа по английскому. По-моему. Или нет, это не... Сколько сломался... Сколько дедушка оторвал, шился чехол для мобилки, что я сломался. Северный дядя вряд ли. Большую часть конспектов с универа спалил нахер. У меня даже есть... Сейчас... Типа, короче, конспект лекций, которые написаны, естественно, самими преподавателями. Типа, оно все написано, все это литерали те лекции, которые нам читали. То есть ты приходишь, можешь открыть потом эту книжку, и тебе прям вот с этой книжки все под диктовку начитывают. Но тебе не ставили оценку, если у тебя не было куплена тетрадка, вот эта книга, если ты не приносила и не показывала на экзамене. Типа, вот у меня есть, типа, вот она там подписана, она моя. Ну, это не моя, но она подписана. Вот, это, конечно, прекрасно было. Совершенно. Потому что так у меня конспекты лежат исключительно потому, что у меня обычно, типа, часть тетради чистая, пустая, и мне там что-то записывать, я их юзаю на случай, если мне записать что-то надо. У нас преподы несли всякую хуйню без конца. У нас некоторые преподы по достаточно важным предметам несли тоже полную хуйню. И настолько хуйню, что если ты препода что-то спрашивал тематическое, то он смотрел на тебя, знаешь, что это вот фиш-фейс, когда человек просто ни хера не понимает, что ты у него спрашиваешь, понимает, что не может тебе ответить, а это типа, там, знаешь, макроэкономика, например. А ты экономист. Та-дам. Фить, ха! У нас так с логикой и философией. У нас еще такая фигня была с этикой и эстетикой. Тоже, типа, если вы не купили мою книгу, я написала книгу. Это просто конспект для лекций. Охуенно книгу написал. Нет конспектов с универа, видимо, связано с тем, что они отличны. Что общего ютуберов и преподов, я тут написал книгу. Еще инстаграмеров, они тоже он книги ебашат по КД. Я вообще очень часто удивляюсь, знаете, как какие-нибудь там народ с инстаграма, они делают там свои вебинары, и вот это вот, или делают эти прямые трансляции, о господи, прямые трансляции, прямое то, прямое сё, 5-е, 10-е, ты сидишь и думаешь, господи, люди, мы, блядь, только в своем мире открыли прямые трансляции. Преподы никогда не напоминали про колокольчик. Да.
Ютубер, скорее, вот я нашел книгу. Ну, ютуберов, с одной стороны, у них как бы есть, у тебя целый есть буктюб, который типа про книги. И это интересно. Я подписана на кучу чуваков, которые рассказывают про книги. Это интересно. Но когда вот это вот я написал... Не знаю. Не знаю. Все выпадаю, как у нас препод по истории на огромную аудиторию в поток. Ютуберы могут дать денег кому-то, чтобы он написал книгу за них. А как, например, звук для учителя? И продавать как свое. Прямые трансляции в этом мире есть люди, которые... Ой, да, для тех же там инстаграмеров, ютуберов собрать какую-то информацию бесплатную по интернету, а потом продавать ее в качестве какого-нибудь там конспекта лекций, этих чек-листов, конспекта лекций, вебинаров, курсов. Просто, блядь. В этом мире есть люди, которые только-только узнали, что такое. В этом мире есть люди, которые только-только узнали, что интернет. И в этом мире есть люди, которые... Я вам рассказывала уже про девочку, которая тоже, типа, у нее блог про книги, и она... У нее был пост как-то о том, что, представляете, я только недавно узнала, что, оказывается, люди смотрят стримы по играм. То есть вы представляете, существуют люди, которые вместо того, чтобы самим играть, идут и смотрят, как играет кто-то. Просто в голове не укладывается. Как так можно? И ты сидишь такой... Считаю, не преподы не сижу. Преподы тоже. Помню, со школы наша химичка рассказала историю, что к ней несколько раз подбегал ученик, кричал, пугая. И последний раз, когда тот же ученик подбежал, она в это время закрывала окно, она сказала фразу: не кричи ты мне в окно. Физика. Препод по матану жирафами. Да почему жирафами? Что почитать? У меня прачет заканчивается железным. Можешь почитать Дюна Норм. И есть еще... Сейчас, пойдите, как написал. Попробовать какого-нибудь там Аберкромби, например. Я вот тоже не понимаю, как это в самом деле. Люди, смотрящие, как другие играют, прикиньте. Если ведь будет такую хрень, тверди причусь. Кухонным прибором! Доходит до... до головы долго, шея длинная. Вон о чем. Я поняла, окей. У меня самой проблемы большие с тем, чтобы почитать, потому что я частично еще и поэтому сижу, слушаю, смотрю, читаю посты этих... как их зовут? Букстаграммеров, потому что хоть что-то, чтобы себе найти. Я там подобрала типа пару профилей со всяким мрачником. И вот айнане. Потому что... Но Дюну попробуй, она прикольная. Это вообще нормально, что он тебе требует сменить пароль через месяц, плюс-минус. У меня он не требует. У меня Twitch не требует менять пароль. Американского психопата, но на любителя. Привет, Андертул! Ты прям Gamescom'. Непосредственно. Я иногда себе сохраняю всякие работы татуировщика, который раньше жил в Киеве, по-моему. Сейчас он куда-то, где-то, короче, путешествует, иногда просто заезжает в Украину.
И господи, какой... Красота. Да, ты вовремя. Ты вовремя. Из-за отсутствия двухфакторки я вот лишь недавно подключилась. Но у меня мой личный профиль без двухфакторного этого самого, и он мне не просит сменить пароль. Роковое число 23, забавный, прикольный фильм. Мы его смотрели? Про какое фильм? Про какое число мы смотрели фильм? Навернул кишку на краник. Чек-паланик, Бля, Паланика я читала кишки, кстати, непосредственно. И после этой книги я поняла, что нет, я не... Я больше Паланику не хочу читать. Так, что-то начинается. Сначала выпер из моего ака без объявления войны, потом типа смените пароль, устарел, хотя недавно меняла. До этого никогда не меняла, никто не катал, не капал на мозги все-таки. Банковский клиент. 23. Фильм «Она из пальца» выставлена экранизация местами веселая, но там даже 1/10 нет того, что роман. Я не постриглась. Мне нужно пойти постричься. Это уже отросшее. Время начинает пить. Очень тихо. Очень тихо. Но я буду тихонечко разговаривать. Кишки не хочешь. Ну там просто было достаточно. Там у чувака, короче, кишки начало высасывать в слив бассейна, и это было неприятно. Было описано прям с всеми подробностями. Про глотку закая глотку. По глотку. Каждый батл рояль испортился. Послушал Паланику Рогана, он пиздец. Паланик ебанутый адово. Ну это же, там, он очень любит. У него есть нормальные вещи, а есть такие, что прям читаешь, тебя литерально блевать тянет. Уложила, видимо. Ну, такие, они чистые, такие, чуть-чуть, поэтому может податься. 2 часа всего, на самом деле быстро пробежит. We're going to start with a guy who was on Inside Xbox just a couple hours ago. Please welcome from the collective, Rod Ferguson. Hello, Rod Ferguson. Hello, Good to see you. You too. So, Rod, Gears 5. За кишки любишь Клайва Баркера. Кстати, так и не села читать пока. Ну, у меня очень много всего. And a lot of people since E3 last year have been waiting to see something, right? Yeah, I mean, we had a plan. You know, we wanted to talk about Escape and Versus and Horde, which we've been doing. But obviously from E3, people really wanted to see more about the campaign. So figured what better place to show a new campaign story trailer. All right, here we go. Gears 5, Gamescom, check it out. Так, кстати, что я сейчас читаю? Подождите. Франко Телье читаю. Но это типа детективы. Такие психотриллеры, чутка детективы. Баркер ассоциируется с пиратским переводом Клайв Баркерджи.
Английский язык, так что можно готовиться к ЗНО по-английскому. Просто смотри любой контент. Вообще, да, на самом деле очень легко вот это вот. Поглощать много контента на английском, оно хорошо дает какого-то... Капусту трахаться моего, серьезно, лол. That's what I'm talking about, right? It's nice to be able to show more of the game. It's awesome. No, you guys have been doing such an amazing job on this. So tell us a bit about the campaign there. So it's basically a two-sided story. So there's one part of the story is the war returning to Sarah. You know, Gears 4 is a little bit about 3 people lost in the woods finding the monsters, and now the monsters are here. Ну, мы про Gears 5 мы уже сколько? Третий раз смотрим. Третий раз. Густан, кстати, показывали уже. Looks truly epic, 60 frames per second. 4K, 60 frames in campaign on Xbox One X, so it's amazing. Yeah, looks absolutely incredible. All right, well, let's turn to something you just announced a couple hours ago on Inside Xbox, which is Horde. Tell us about that. Yeah, we wanted to talk about the new Horde. So basically, ultimate abilities are the new thing in Horde. So every character has their own unique ability you can do, so it kind of changes up your play style, and everybody plays differently. Things like Kate can go invisible, JD can bring down airstrikes, and so it's per character, it's not per role. So and even engineers will each have their own ability. And then we also have power taps, so this new thing so powers the economy in Horde, and now every 10 waves a new power tap appears. You have to decide, do we go expand our base and capture it, or do we just stay and defend? And then Jack is a playable character, and so Jack is sort of a new feature for us that is kind of an accessible way to play, because you don't take cover, you don't так это разве не его штука, типа, и он всячески делает, типа, если делать, то только со мной. Он сквозь стены стреляет, да. Но убийство сквозь стены как-то. Не смотрел Xbox One, да. Значит, плохая конфа. Джем, сделай что-нибудь. Да, я смотрю, я же с вами сижу. Я же с вами время. Это же главное! А как давно? Gamescom начался вот прямо сейчас, только что официально. До этого было несколько конференций, час с 8 до 9 показывали Google стадию. До этого был Xbox эксклюзив, ну, там, игры, которые на Xbox, Xbox Pass выходят. До этого был DevCon, всякая девелоперская штука. И типа, ну вот Gamescom вот сейчас. Типа, до этого показывали просто, типа, ну вот на Xbox оно выходит, в стадии выходит, и вот и там показали, и здесь показали. Был сценарист. Ну, да, я про Джерико, я знаю, что вот он был сценаристом. So they're playable in Horde, playable in Escape, playable in Versus. So you get, if you have the Ultimate Edition or an Ultimate Game игры Гирзы, не думаю, что много людей ждет. Думаешь, они здесь сделали... Немножко переработали, как я поняла, штуки для того, чтобы оно было больше... Okay, well that's very cool, and the game is coming out in just a couple weeks, right? Early September? Yeah, September 6th for Ultimate for early access, September 10th for regular, and you know, a little like Gears Pop is out this Thursday, so if you want to get Gears sooner and in your pocket, experience, который ты получаешь от игры, потому что там типа подбираемые штуки делятся на всех, поэтому we're announcing tonight that Gears 5 won the Gamescom award for best Xbox game. So you and Alice have done an amazing job on that. So congratulations. Gears фанатов хватает, в Америке в них да. Но если выходит все еще пятая уже, ну то есть пятая, значит было предыдущих 4, значит оно в принципе имеет какой-то вес. Терминатор, стадия молодцы, что прям нон-стоп. Да, они прям закидывали без перерыва. То есть было достаточно много всего, уложились в 35 минут. Мы Хейла не очень знаем, ждем, а там чуть ли не культурный феномен. Lots of game you know about, but tonight we do have a couple surprises for you with brand new things that haven't leaked anywhere, and we always love to surprise people. So take a look at this announcement of something brand new. Ради Gears в свое время Xbox кучу людей купили. Что это? Из-за Gears of War все разработчики завалили рынок шутами, сука.
Ну, значит, у Гирсов есть очень много фанатов. Ну, то есть, как бы уже как минимум от этого, что это было какое-то нововведение. Я уверена, что очень много фанатов. Hit and fast hit. Судя по движку. Или нет? Его показали, наверное, иначе. Gears Judgment был. То есть это 6-я. Ну, Gears Judgment, мне кажется, это типа промежуточная, потому что у этой официальное название 5, Gears 5. Но типа в ветке франшизы то 6-я игра. Нет, это, подождите, это вертолет. Откуда, блядь, что это? Это точно не 5. Его бы иначе показали. Манч. А можно? Вы говорили, что... Босс вертолет. Привет, Форд, между тем. Просто было так давно. Gears the Halo для Xbox, он популярен только в Америке. Xbox 2! So tell us a bit about this game. How did this come about? You guys getting involved with this? Well, actually, 2 years ago during Gamescom, про это я слышала, но как бы... THQ Nordic, the cool guys, and said, we have an idea how to get it back to life in the 21st Нихера не century. показали. Ну, я сейчас думаю, сейчас что-то расскажут. Okay, so, and this is it's a team-based online. Yeah, it is. Yeah. Team-based online. Basically, because we have done a lot As fuck you always. Multiplayer-wise. And so, мы все тут взрослые. Всем 18 есть. That's right. Всем Not 18 just есть. CG trailers. We've got real gameplay for you guys to check out. And you want fans to be a part of making this game, right? На мобилках в 2020 году. На мобилках и холодильниках. Точно не всем. Алена! В первом тизере вообще есть только название. Я подумала, что новая серия Страйк. In Q4 this year we go into alpha and beta, and in the beginning of next year we go into early access. So I'm 5 and what is this? Okay, check it out. Here it is, the first gameplay of Comanche. See ya. Male, female. Apache helicopter, да. I identify myself. Is piloting a helicopter in a shooter any fun? Yes, Virginia, it is. And there's a game exactly for that. Objective-based. Да. Desert Strike, Jungle Strike. Мы вспоминали недавно. Привет, миксеру от Твича, короче. Привет, миксеру от Твича. Что, блядь, происходит? Что за блябочка была сейчас? А что, блядь, за блябочка была? Вика не очень внимательная просто, в смысле? Не очень внимательная. В отношении чего? Это World of вертолеты, да. Каждые 60 секунд в Африке проходит минута. Вместе мы можем это остановить! Блять. В отношении чтения чата. Привет, Форс. Ну я же с Форсом поздоровалась. Миксер от Твича. Я же с Форсом поздоровалась. Или ты о чем? Выглядит забавно, мультиплеерная леталка с командными боями на захват от War Thunder. Да, я поздоровалась с Фордом. Я ему рассказала про Gears Judgment и поздоровалась. И это он мне ответил привет. Ну, то есть после моего приветствия поздоровался. Кто тут невнимательный? How you doing? Good. Glad to be here. All right, so Need for Speed Heat. We saw the announcement last week. Tell us VR секунды 3. Можно все впихнуть, не важно. Well, you know, it focuses on the core experience of street racing and modified cars at night with cops. And to this, we've added sanctioned racing by day to keep that experience fresh. Ты прям этот адреналин-маньяк. Sounds pretty cool. You guys want to see the gameplay? Yay! Let's do it. Let's see the Woo! Need for Speed Heat. Gameplay!
Тактические авиаудары. Welcome to Palm City, a fresh world with new customizations and the return of cops. Make Palm City an urban oasis for those who burn fast and live by their own rules. Daytime offers sanctioned racing. Не знаю про НФС, но музло у них всегда хорошее. And score a bank with each new win. Then use the rewards to tweak your car. А, квадрокоптерные. Все, квадрокоптерные, сорян. Не вяжутся. Хотя, опять же, чтоб не разъебать квадрокоптер. 2006 был 13. Да, 2006 был 13. Roam the open world, nab challenges and collectibles. Spend as much time here as you like. When you're ready, switch into night. Build your rep by competing in illicit street races. The more you win, the more your heat will rise and the more rep you'll gain. But having all eyes on you comes with a price. Cops are on another level at night. Последние НФС совсем были не очень. Потому что я, по-моему, забила на Most Wanted, что ли. Ну, то есть я в нее даже не играла тогда. Последняя, которую я слышала. Your car can only take so much damage, so be sure to make it to a hideout or the garage without getting busted. Однажды я приеду, все, и закрою всю студию, кроме того, что делать спортивные. Ну да, так и выходит. Underground 2 зевает. Нет. Я, по-моему, тоже, кстати, в Underground 2 последнего, что играла, это Underground 2. И все. Спортивные игры. А 7 же тоже я. Да посмотрите, это раскрасочки! Красиво! Посмотрите, пыщ-пыщ из труб, красиво! Underground вроде СБС, Most Wanted вроде норм, но меня не зацепил, я дальше смотрю. Каброн был нормальный. Я не помню порядок выхода, это что, блядь, сейчас было? Я не помню порядок выхода. Единственное, с которого я так конкретно играл, первый Underground, первый начал играть. Мне вот эти штуки нравилось делать. Лёпать хуйню всякую на... Most Wanted хороший, а есть второй Most Wanted? Лёпать. So push each other to be the best and get a one-up on the wall. Every day is danger. Every race means risk. Another chance to lose everything you've worked for, or to gain something more. Второй номер есть, понятно. Turn the key. Burn all limits. Ну, как бы ничего нового. Судя по всему. После него еще 2 или 3 было приличных, но они не по порядку, что ага, я поняла. Виталик лёпает клепальбом. Ну да, есть. Вторая игра тоже Most Wanted. Ну, гоночки, ну как бы опять же, гоночки. То есть в какой-то момент у тебя был просто список гонок, потом у тебя была езда по городу, где ты находил контрольные точки, стартующие тебе типа гонку. Потом тебе добавили полицию, потом тебе еще что-то. То есть как бы, ну, да, графоний, да, какие-то там... Ну, как бы... Аудитория так все принимает. Скажу вам. Хит уже... В смысле в хит все лет 10 играют. В смысле, что ты имеешь в виду, Форс? Полиция была еще в 3-й. Было бы неплохо, потому что выглядит как второй Underground, только современный в какой-то веке. Ну, посмотрим, наш скоренько совсем. Сюрприз про то, что мы и так уже знали. Сюрприз.
Surprise my ass, motherfucker! Это пиво во мне говорит, это не я. Это мог бы быть глаз Ктулху и могло бы быть просто поворот, знаете. Похоже на Alien Isolation начало. Вот этот вот кусочек, помните, да? Тут же дети! Ужас! Форс, сколько тебе лет? Я совершеннолетний. Сегодня на какую-то часть НФС обзор слушал фоном. Payback. Some fries, motherfucker! First prize, motherfucker! Wrong size, motherfucker! Команда не работает, да. Так. Прилунились. В третьей были бешеными. Последние их эксперименты за последние 10-15 лет мне не нравились. Это Таяза! Мое go-to лицо просто. Ничего нового. Ну, пока не показали, да. America. This is America. Сюжет пытались, который все равно никого... Ну, сюжет в гонках это такое тоже, знаешь. Это как сюжет в спортивных играх, сюжет, я не знаю, в шум-файтерах, файтингах. Ну, камон. Вторую часть могут представить. Кербл! Очаровать. Красиво. Люблю зеленый! Простите. Да что нормальный, стань первым. А-та-та тебя предали. А-та-та на тебя навели полицию. Убегай срочно. Kerbal Space Program, да. Походу с этими чуваками нормально там сюжет в гонках. В Injustice норм сюжет. Эксклюзивно Ебен Стор. Сюжет как в порно. Ксардосу очень нравятся сюжеты в порно, я посмотрю. Он постоянно упоминает. Я выпила совсем не... Ну, то есть, сколько оно было вот здесь? Вот здесь. То есть, вот. Если не больше, чуть-чуть. Цитирует Кармака. Лол. Понятно. Порно-сюжетом не хватает. Порно-сюжетом не хватает. Я бы что-то такое, может, посмотрела бы даже. Классическая фраза, что тут? Ладно, хорошо, да. Сюжет некоторых порно намного лучше в играх игровых. Вот в FIFA есть сюжетный режим, даже серьезно. All right, well, we still have some more announcements to go, and we're going to go right into the next one here. Check this out for the first time here at Gamescom. Зэгт. Понятно. Ебен Стор не указали. Ну, если не указали эксклюзив, то, мне кажется, то никакого эксклюзива тебе... Бандай Намка! Вика, блядь. Ну, короче, поняли, да? Вику не поить. О, тетя Вика, это интересно! Что, блядь? Очень похоже на Little Nightmares! Бля! Охуенно. 2020 просто, да? Окей. Очень круто. Да, у меня пиво здесь. I'm all right, thanks, yeah. How did you get this shirt on? Did you do that during the trailer? I've been wearing this all day. Oh my god, all right, well hopefully you had a jacket on or something. Don't spoil any announcements. All right, well anyways, Little Nightmares 2. Они что потом могут перекупить. И пиво с цитрусовым лесом лимоном, да. Слушай, Бандай на стрелухе. 20 минут назад такое буду пить. Where did you want to take it? Seems like there's a new character, right? Бежал как кассер не бежал. Стоило того, чтобы
глянуть. Да, думал, Little Nightmares, она охеренная. I mean, this is, beautiful platforming, just incredible graphics with Unreal and what you guys have put together there. And I noticed weapons now? We're going to have some combat? Kitchen utensils. Okay, Yeah, those can be weapons. Okay. So is this going to be a little bit, is it even darker? I mean, is there combat a big part of this game? It's a part of the game. It's just another part of the balance, really. I mean, you're never really going to be Rambo in our kind of games, but you can try your best to stay safe. Yeah, well, it looks absolutely incredible. Such a cool announcement. Was it clear you always wanted to go right in to do a sequel for this thing? We always wanted to, yeah. We also had to kind of convince people История карьеры, если такое, охереть. Никогда бы не подумала. But now we've got, as you can see from the trailer, you're outside now, so you're not free, but you are outside. So there's like places like the wilderness. Но в первой части мы вышли из корабля. В смысле? Из корабля посреди моря. Yeah, absolutely. All right, well, what do you guys think of that? Little Nightmares 2 announced right here at Gamescom. Thanks so much, Dave. Great to see you. All right, well, there's so much other stuff going on at Gamescom in the days ahead, and IGN's going to have a live studio where they'll be doing tons of coverage. And joining me now to talk about the Gamescom Awards and all the things that are happening this week with awarding great games is Sydney Goodman from IGN. Sydney, take it away. Это продолжение, потому что он говорит, теперь мы снаружи. Я так понимаю, что это теперь продолжение. Домашний сок виноградный. And best Sony PlayStation 4 game for Dreams. Congratulations. And second, how are you feeling? Well, that's fantastic. I'm very happy. I'm sure that the team will be very happy about that. Сейчас такой плюх и разбивается. And I'm just relieved actually that we've managed to get this far because it's been a long road. So I should probably say thank you to Sony for letting us take so long to get here. And really importantly, I want to thank the community, actually, who are obviously the lifeblood of Dreams, and they've blowing us away constantly. So thank you to them as well. That's awesome. Let's hear it for the community. So speaking of community, you and your team have been in early access since April. How has it been seeing players create and explore in Dreams? Oh, it's humbling because there's just so much talent out there waiting to break into this industry, So it's it's really exciting watching people get better and better day by day. There's already some superstars in the community, so yeah, it's just going to get better. Домашний сок виноградный перебродивший, подожди. Thank you, Sydney, and congratulations to the Molecules. Such a great game. С микрофоном у них там беда была. All right, now our next game is one that has been announced, but everyone's been wanting to see gameplay on it. Well, tonight we got the first gameplay for you. Predator Hunting Grounds from Ilphonic and PlayStation. Check this out for the first time. Ну, давайте. Ну, покажите. Сваренный, выпаренный, аккуратно выходных. Про хищника, походу. Что-то вот про предатора. Я не знаю. Они сказали, что это типа геймплей, который вы так долго хотели увидеть, но я впервые вижу. Блин, вот это стрекотание хищника, это просто... Я смотрела видос чувака, ну, вернее, там это не видос, а немножечко интервью с мужчиной, который, я не помню имена, который делал этот голос и вот это стрекотание. И оно, конечно, топ. Но это не ремастер первых, потому что здесь только Predator и люди, просто хищник.
Well, we were just kind of sitting around, and someone decided to throw out the idea, and we really didn't even have to think about it or brainstorm it. We all just knew instantly what the game was. So totally. Ты видел анонс и что это? Это You had to get the license, you had to pitch it, I guess. Yep, went to Fox, and then Battleground только между людьми и хищниками? Что это? All right, you're just a string of good luck, but it looks really cool. Now this is multiplayer, which is something big, you know. Yeah. PlayStation, you know, big new multiplayer game. Асимметричный мультиплеер. На сервере так что даже не понял сначала. Yeah, 4 fire team members, and they're going through doing missions, kind of similar to the '87 film, and then. Yeah, the predators then hunting the fire team. Что значит асимметричный мультиплеер? Becomes hunted type moment, so yeah. And between, obviously, you got to balance it out, so it's fun to be on the team. Вам чатик оставить или убрать? Вам не мешает вообще вот это все части? Oh yeah, so we're, you know, it's always something we're doing kind of until the finish line. 4 человека против. Ну просто здесь сейчас был не один хищник на ролике. Just a ton of competition in the office, so we have a lot of fun with it. Здесь просто было сейчас, ну, странно. Все, я поняла, что просто на ролике я увидела 1-2. Ладно, окей, может, я херово смотрю. Awesome, great. All right. Well, now we're going to take a look at a game that has an expansion coming out in September, Monster Hunter. О, Monster Hunter. Check this out for the first time. For the first time! Woo! Главное, не завалиться спать. Так! Hey, do you hear that? Singing? What is that? Monsters displaying disturbing behavior. Songs. It's having an incredible effect on other life in the new world. You're going to need his help. That elder dragon is going to be a Мне. problem. Это мне. Айспорн. Ну, смешно. Бредная фракция. Блин, посмотрите, как круто. Игра выглядит клево, но, блин, играть не за как. Насколько. На ПК только в январе. Это типа тоже эксклюзив временный или что? Почему? Почему в январе? Группа людей против монстра хорошо пролетела. Я, кстати, не помню. Но это популярно становится или очень много. Но это дополнение, типа DLC. Прикол к сторилайну Мэй! Вот так. Ты бы себя слышал. Нормально все. В 21:30 не завалиться бы мне спать сейчас. Не сейчас, а через 1,5 часа. Дракон Фэшн. Игра выглядит клево, но мне лично не зашла, она скучно. Да сама каждый день до 5 утра. Вообще-то, не за компом. Я не знаю, какое вообще, в принципе, оружие было, поэтому не могу тебе сказать. Новый тип оружия это. At Jaeger, we innovate, we take risks, we strive to create games you've never played before. This time it's self-published. It's without compromise. It's PvE, it's PvP. It's a new genre. Welcome to the cycle. Нормально подфармливать надо. Сегодня, между прочим, я вот нормально встала в час. Нового оружия нет, есть дохера новых приемов у старых. Да. Ягер это ягермейстер. PvE-VP? Это то есть и PvP, и против... Это что, блядь, они взяли ПВЕ, ПВП сложили... Вместе и поебашили, что ли? Ударила себя в нерв. PvPvE, a competitive quest shooter. Break that down for us. How does that actually play out? It plays out pretty interesting. Yeah. So the mix of PvE and PvP that we have, I don't think it's really been done like this before. So the game is kind of
it's not a cookie cutter game. It's really quite different. And I think that the way you can play it with pacting. Right. So you never quite know if you're going to want to shoot the person that you see, or if you're going to packed at any time, I guess. At any time, yeah. But it's a game that you kind of have to play to get, and you can. It's out on the Epic Game Store. It's a free download. Из Дустана, Дустан еще не играла. Ан прям тоже. Специально учился говорить без запинки PvEVP. Да легко, а чё? PvEVP. PvEVP. Пип. Titanfall 2. Хуй тоже не играла. Там запятая стоит после первого слова. Дизайн оружия. Дизайн оружия странный, оно слишком не детализированное и слишком, знаешь, будто на него текстурок не навалили. Потому что оно просто как пластмассовое. Тоже вторжение. А, я поняла. Звучишь так, будто транслируешь что-то кодом Морзе, в смысле? В смысле? А, PvP? Вот это? Блять, опять? Ну, давайте. Кот, не уходи! Не уходи! Не бросай меня, кот! Привет, Dark Soul. Кто пришел? Представь. Ты про кошку? Это кошка. Это кошка. Которая очень не любит, когда я вот так делаю. Square Enix. Кошка отвлекается на Масю. Where would he hide out? We have a lot of people looking for your brother. This is where I am. For how long? It's been over 2 months. На какой Масе? The Bureau put his profile out over 4 На твоих стримах 2 раза писал вчера. А, вчера я не стримила, вчера была Наташа. Вчера была не я. Вчера была не я. Прости, прости. Если вдруг не отвечаем, пиши еще раз. Иногда бывает за чатиком не всегда уследишь. Из-за того, что вникаешь в то, что на экране, не всегда. Опять, да, Наташа и Вика. Ну так я про Масю рассказываю. Sean. Прикольно смотрите. Спасибо. Точно первая бутылка, точно. I diagnose you with stage 3 Life. That Life is Strange, не знаю. О, Death Stranding. Пошел. То была... подруга. Sega and Amplitude are teaming up to introduce a brand new historical turn-based strategy game. Кошка на Масю отвлекается. А, откликается. Откликается. Мне интересно, Life is Strange настолько бомбануло, что они делают вот уже вторую игру, это 4-й эпизод, и что у них есть этот Captain что-то там, Adventures of Captain что-то там. Настолько оно прям... Что ли? Выглядит даже как, наконец-то, может быть, будет интересный сюжет в Лист 2. Они вселенную делают. В своем жанре конкуренцию. Я поняла. Я поняла. Окей, Дэн. Масюшки. Я просто помню, что это было, когда оно только-только вышло, оно было прям вау, ничего себе. Весь бомбанул. Что про пацанов, что второе. Есть аудитория, игра в принципе не такая плохая, мне настолько не зашла первая, что не могу сказать. Что это, я не знаю.
Это Лусио. Но он в Кисмосе что-то там ебашит. А это приквел How Far Will You Push Humankind. А это приквел истории про Лусио. Но выглядит интересно. А интересно, потому что ни хера непонятно. Вот почему интересно. А теперь выглядит уже не так интересно. Но Лусио Винстона в гостях. Лусио постарел, да. Это Humankind. Типа же в первом Лиз были интересны, только сюжет вокруг них был, мягко говоря, скучный и плохо рассказанный. Now it is time for Borderlands 3. You guys ready? В третий раз смотрим. Ну давайте, мы готовы. Hello, Paul. Hey, Jeff, how are you? I'm doing pretty well. You've been traveling around the world. There's so much Borderlands stuff going on, but we don't have to wait much longer for this. Что за Humankind 4X? So, let's talk Borderlands 3. First of all, the campaign. I know last week a lot of previews. Ну везде ж надо показать. Press got to play it. So we got a little footage of the campaign we're going to talk about first before we get to talking about the end game, which we're very excited about. But tell us a bit about the campaign and sort of what you guys have shared recently on Borderlands 3. Ну типа там не просто анонсили, а здесь именно эндгейм, так поняла. Она выходит в 19-м, в EGS. We've never showed off before, and we tell this kind of heartwarming story of two AIs who fall out of love, and one AI who's a jilted lover takes and shoves the other AI just straight up into a pink plush bear who is voiced by none other than the charismatic Ice-T. There you go, Ice-T. All right, in Borderlands 3, of course, right? Yeah. Now, you've got obviously amazing characters playable with Flak. I mean, people are super excited about what you've shown kind of on campaign. And the thing, though, that everyone is always curious now, I know it's kind of silly to be talking about the end game before the game's even out, but folks want to know, what's the challenge? What can you tell us about the end game for Borderlands 3? All right, so Ждут фанатики этого недогения. Я вообще не понимаю весь этот феномен Кодзимы. Не просто 4-4. Окей, я поняла, ладно. Заметили сайт под названием «Догадались, что это новая стратегия», да. Вот в какой момент Кодзима стал гением? В какой момент это стало фишкой? Metal Gear? Так, это ответ не на мой вопрос. Бан за неуважение к Кодзиме. And discover Iridian writing. This is this ancient alien race. And then you find the coordinates to planets once you kind of decipher all these things. And then you find out that you can take a mission from this Iridian that you see here, and the mission has different objectives in it, right? So it's got one, which is kill everything, because Borderlands. And then it's got optional objectives, like don't die. Он придумал stealth-action. Do it within a certain amount of time and kill a certain thing. So you can see all that, yeah, you can see the optional. Для кого-то после выхода первого МГ на было необычным условием. Но почему он сейчас именно? Ну, то есть в какой-то момент это... Он уже когда придумал stealth action? Давно. Но именно с Death Stranding и всех этих непонятных роликов началось с Кодзима гений. This obviously, the Proving Grounds, this is one map. Are there multiple Proving Grounds, obviously? Yeah, there's about 7 different Proving Grounds scattered throughout the game. Actually, sorry, I said... Не, ну феномен Кодзима существует только у нас, да, я тоже понимаю, это, что это только у нас Кодзима гений, фразочка. I'm sure there's probably even more in-game, or... There's all sorts of in-game. You know, again, like I said, we're going to talk about it more. We have something called Guardian Rank, which is if you play Borderlands 2, it's like Badass Rank 2.0. Yeah. We'll be talking a lot about that. So yeah, a lot of stuff coming up. All right, well, we don't have to wait long for Borderlands 3, but it's so awesome to see Proving Grounds. And when can we check it out, Paul? You will be able to check it out on Friday the 13th. That's September 13th, 2019. I hope everybody is there. Oh, yeah, and I'm sure you're going to have it playable here at Gamescom, so everyone will be checking it out, right? Yeah. All right, Borderlands 3, the guys from Gearbox. Paul, thank you. Мне интересно, насколько огромные очереди на то, чтобы поиграть в это говно. All right. Потрогать so now его. we've got a cool new game to show you guys, and this comes from a German studio, and sometimes we get pitched indie games for Game Awards or even Gamescom,
Книга Кодзимы, да, я в голове про это сказала, хотела дождаться, но книга Кодзимы гений. Его любят за необычные геймплейные фичи, решения скрытых деталей и все такое. Стол с переоцененными положил плюс 5, в принципе, зашел, проект Милаха. Снейк, которого... Нет, жри! Печеньки, простите. Приальфа, окей. Rockfish Games. Bethesda создала шутер от первого лица. Блять. Я просто... Полетать в космосе! Это что за фрилансер 2019 года? Нет, не фрилансер. Cyberspace. Знакомая. Ну, они могут быть неплохие просто сейчас, но на момент выхода, может быть, это была инновация какая-то. Да, вы видели, что там было? Первый FPS был норм. Бизнес-идея, которая идет в мусор. Основать студию Goldfish Games, которая будет выпускать суперлегкие оптимизированные игры, чтобы жесткая оперативная память можно было не больше, чем золотые рыбки. Привет, девочки! Как дела, девочки? Привет, Айки. Хорошие игры сами по себе любят его, что он хорошо прописывает сюжет, у него очень сильный нарратив. Потерял много часов времени, думал, сейчас 11-12. Да. CJ Project! Ну, давайте угадаем, что это. Где девочки? Да. Ну, он поздоровались же, девочки. Пиу-пиу, взрывы трансформера трансформируются в космическую хтонь. Ну, пока же вернулся. Они все еще делают что-то под Ведьмака? В МГС годный нарратив, думал, просто сказал, что танчик годный. Босса можно кидать гранатами, ничего себе. На момент выхода вообще была толба башки, потому что всегда выжимала с консоли все, что было возможно. Ждем с потока кого? Goldfish Studio, но они с играми не имеют ничего общего. Как все мыльно, да как ты можешь? Как ты можешь? Мыльно у него. Свеч! Ждем с Мартышкина. Это кто вообще? Можешь не писать капсом, кстати, пожалуйста. Я и так вижу. И все видят. Надо учитывать, что на японское так что странностей хватает. Ждем вечер на холодильник. На холодильнике и на миксере. Братишка, я не понимаю, о чем ты. Опять FIFA? Музычка-то, а? Good to see you. So FIFA 20, kind of a big deal, especially over here. Everyone loves FIFA. Tell us a bit about the new Volta. What is Volta in FIFA 20? Yeah, well, Volta football is really FIFA. Снова. На холодоску. Тихо, блюдо. Не надо, там, во-первых, кондиционер, во-вторых, там сразу подъезд парадный, не надо.
We understand that for millions of people all over the world, FIFA. Stadiums are streets, they're cages, they're courts, and those are the spaces where they can express themselves and bring their creativity to the game, and sometimes even influence how professional game is played. So we really set about creating a fresh and deep and authentic experience. Хоть что-то показали, во что можно поиграть. Это отвратительные игры, совершенно отвратительные. Непонятно, все на какого-то любителя показывают. Фу. Вот это я понимаю. Вот это игра. Вот это игра на поколение. Вот это игра. All over Volta football in FIFA 20. And I know we saw in the trailer that we're going kind of around the world, right? We're going to Eiffel Tower, other places, yeah. Yeah, that's right. So you're going to, create your avatar. You get to test your mettle against some real legends of street football. Yeah. And then you're going to create your squad and try and go out there and recruit your best team to try and take a shot at the most prestigious award in street football, which is the Volta World Championships. 22 потных мальчика в шортиках. Ей. Парадная или подъезд? У меня подъезд. Я называю подъездом. Все, что ты этой игры дали. Это еще сильнее по FIFA. Awesome. All right, well, you brought a clip for the first time, a premiere clip from the story mode. What are we going to see? Yeah, well, you're going to get to, create your avatar and really see how they look and how they play on the court, and obviously spend a lot of time on the pitch, but you're also going to get to experience Volta football through the story. Play in tournaments like the Adidas Tango League, and one of our legends, Kotaro Tokuda, is going to give you a little taste of his world championship winning routine in Tokyo. And like any adventure, you're going to make some friends along the way and maybe a few enemies too at the same time. All right, well, let's take a look at a premiere clip from FIFA 20 Volta coming in September. Скучно. Right? Check it out at Gamescom right now. You can. If you want to get your early hands on it, it's going to be on EA Access and Origin Access on September 19th. And for the rest of the world on September 27th. Awesome. All right, Они могут сделать, знаете что? Отдельную конференцию себе для спортивных игр. Показали всего 10. Шаурма и шаверма — это разные вещи. Подожди, подожди, в смысле шаурма и шаверма разные вещи? Чем они отличаются? Минутку. Ну, шаверма — это поребрик, версия шаурмы, ну да. Точно так же, как парадная — это поребрик версия подъезда. Одно готовят в городе на берегу Невы, другую нет. Слышал, в Питере вроде шаурма. Ну, шаверма — это в Питере, да, но... Дрот, ты в Питере живешь? Дрот? You'd think we'd learn. Well, all in the name of progress, right? They say there's always something better. Burn the old, bring in the new. Well, how'd that work out? Risked our whole future. Мне шаварма? Куда ударение ставить? Господи. Если пёх лаваш, если столой. Я такого никогда не ела, кстати. Шаварма, блядь. Это где такое говорят? Подожди. Раньше все шаурмой называли, потом резко шавермой стали. Ужасно, я считаю. Лепёх лаваш — это не пита разве? Шаверма в лаваше, шаверма в пите на тарелке. Капец. Некоторые Одессы говорят, случается. Бывает.
В смысле, почему этот ёба выстрел всех не разнес? Алло. Сурово. I'm sorry. Were you two having a moment? I can leave y'all be. What? The grav cycle? I'm a pilot. It's called a pre-flight inspection. No judgments here, huh? Люблю и морочек вот такой вот. Одесса не звучит. Одесса ужасно звучит. А название-то какое? Алло, 2020. Как это называется? Что это вообще? Понятно, неважно. Disintegration? Окей. Я увидела Disintegration. The real gameplay there. You and I first started talking about this game, I think, like 5 years ago, when you're just a couple people. That's right. You're talking about the first Game Awards in 2014. You're like, man, we'll kickstart this. Гениальная идея анонсировать выход игры 2020. You've got a bigger team now, right? Есть что-то там. We started out with 3. Yes. And now we have a small team of 30 people at V1 in the Seattle area, back out in the Pacific Northwest. Yes, well, Донер это не то, ни другое. Out there in Pacific Northwest with certainly, you know, co-creator Halo, Master Chief, and this is something brand new. Tell us about the new character that you're in. All right, we've got a new character we're playing. His name is Romer. He's a trained grav cycle pilot. It's one of these vehicles that you saw flying in the game. Yeah. It's a game pretty much unlike anything you've ever played before. And you're doing Что есть Донер? That is true. We have a story, full single player story campaign. Это такой пухлый хлебушек круглый, который разрезан, туда напихано очень много всякого, типа мяса, короче, вот начинка шаурмы, напиханная в хлебушек такой. Загугли, как оно выглядит, ты сразу поймешь. So you play as a pilot in this grav cycle vehicle. Должен был анонс выхода 2020 перенесен в 2022. Onboard weapons for offensive and defensive capability, as well as then commanding a small squad of что такое gyro? Я не знаю. their own unique abilities. So it's your job to use them strategically in gameplay. It's really cool. Yeah, no, it looks amazing, and it's Ну не хлебушек, да я сейчас не могу тебе объяснить, как это все, блядь, называется. Как эта хрень называется? Ну, типа вот... Маленькая ссылка. Вот это вот. У нас он просто вот так выглядит. Это наш Донер. Вот как-то так примерно. То есть оно сбоку. Оно не завернуто ни во что. Полушавух, ну типа да, полушавух, полубургер. Копия шаурмы. Охереть, у нас вот такая вот. Шаурма на пите. Ну пит это же просто плоская херь. Вас обоих там тошнит, что ли? Скажите, шаурма, не задавайте вопросов. А что такое джайро? Подождите, я посмотрю. Джайро это какой-то персонаж. Греческий вариант шаурмы. Не кладочек, картофель, мясо. А, вкусно. Хот-дог это... Ну... Я не знаю, можно ли хот-дог назвать бутербродом, если честно. Заговорили про шаву, я захотел шаву. У нас в городе большая 300... Жожа референс, я поняла. Неправильно написал, но Гирос... Джайра, Джира, это система для менеджмента. Нет, он, видишь, неправильно написал. Так, это эти Darksiders, судя по всему, похоже. Да, Darksiders. Эпик. Да, здесь. Диабло по Darksiders, да.
Джайро цепили. Я, кстати, так Жожу пару серий посмотрела и все. Gamescom opening night live. Now we're going to move on to a game that was announced as part of Google Stadia. It's a launch title. Please welcome Raul Rubio from Tequila Works to talk У вас все часть того, что было анонсировано в Google Stadia. Алло. Yes, so this is exciting. You guys are, you know, a studio that's done a lot of really interesting, new, unique projects. This is a Stadia exclusive game, and we've got some gameplay. So tell us a bit about why did you guys want to build this game? What is it? На английском читают по-разному. Кто платит, тот музыку. Второго Жожу? В смысле второго? Есть несколько Жож? Я не знала. Давайте Elden Ring, пожалуйста, очень интересно. Actually, well, we were excited by the vision of the Stadia team for, well, the next step. А, все, я поняла о чем-то, я поняла о чем-то. Я поняла, что ты имеешь в виду под вторым Жожей. Интересно, какой сюжет. Пицца шаурма по-африкански. В средневосточном отличии минимально. Да, я поняла. Окей. Okay, so tell us a bit about the game. I see there's a woman girl who's walking around with a flashlight. What is she trying to do? She's looking for her sister, right? Well, her cousin. Yes, Emily. Cousin. Okay, sorry. So yeah, as you can see, Guilt is a haunted tale. Yes. It's a haunted tale, actually touching deep and dark things like childhood fears, and more importantly, bullying. Время действия, нихера себе. Но оно было прикольно, было смешно. This little girl, she grew up in Bethelwood, it's an old mining town in Maine, and her life is not easy, and it got even worse for Emily, her cousin. Okay. Somehow, chased by bullies, she ended up dragged in this strange new. А если я буду сама Жожу смотреть Black Dragon? Не буду заставлять вас. All your fears and nightmares take shape in a weak and very real way. So that means that, well, очень странный хоррор, если честно. Напоминает, чем-то отдает Resident Evil. Revealing your deepest secrets, actually bystanders standing there doing nothing, helplessness. Yes. So this is what we define as delicate horror. Okay. Хуя, больно вообще-то. Sally's journey, embarking to save Emily, at the same time trying to understand the world surrounding her. And you're obviously defeating these monsters with this it reminds me a little bit of Alan Wake. Alan Wake, where you're sort of like Alan Wake. to take things down. Tell us about how you play. That's correct. Guilt is an adventure, narrative adventure. That means that we are только за себя перебить. Твоя жизнь дорогая. Action and puzzles. You have a lot of tools at your disposal. And in this case, for example, well, the flashlight is your beacon into the darkness. Obviously, is what you need to find your way. Yeah. The thing is that these monsters can actually are very sensible to sound and light. They can see you. If you use the flashlight, in fact, you are exposing yourself. Right. But that's a way to face your fears. I mean, yes, some monsters are quite thin-skinned, in fact. А, я поняла. Все будет нормально. Я не стану разговаривать только Жожу референсами. Build strategies, like throwing a can, for example, to distract an enemy, or even using the light shaft or the flashlight to attract enemies. It looks like you've got strategy, you've got stealth, and all this in the game. And it's coming out for launch, right? It's coming for launch. This November. This November. We hope to actually show and share more news when the launch is getting ready. Yeah. Dealing with the topic. So. Половина NS можно. And in a meaningful and respectful way. Еда, в принципе, офигенная. Ну, Little Nightmares от третьего лица похоже, кстати, было, да. Very deep and looks cool that you guys соус томатный. For Stadia. So Tequila Works, great to see you, Raul. Look forward to hearing what's next. Raul Rubio. Жожу референсы повсюду, да. Мне говорили уже об этом. Thanks very much, Raul. Now we're going to head on over to the lovely Sydney Goodman from IGN. Sydney, what's up? Well, hello, Jeff. Again, I am here with Celia from Nintendo. Celia, you and your team won Best Nintendo Switch Game for The Legend of Zelda: Link's Awakening. Congratulations. How are you feeling? I'm so excited.
Yes, actually, I'm very happy that one of the most beloved games of the Legend of Zelda series won this award. Из всех таких штук произошла, которая типа более-менее здоровая. Джефф не смог обойтись без наград. And received within 2.5 weeks 450 letters, emails, pictures, sculptures, miniatures, even a lamp. It's really amazing, and you can see here the love that Nintendo puts into these games. Я смотрела обзор Жожи, в котором типа рассказывалось, что Жожа просто там собраны отсылки на все, на всю современную культуру просто. Не современную. Yeah, unfortunately, I'm not part of the development team, but I read an interview with Numa-san, and he said, у нас просто там в основном какие-то салаты вроде в фрешлайне, если я правильно помню. Покажите милую японочку с этим. Можешь фоточки показать, посмотреть. And another new thing is the dungeon chamber, super exciting because here they got the chance to arrange chambers the way they wanted. Yes, so I think even for players who played it 26 years ago, they now find something new in this new game. Well, congratulations again, Celia. I know I am not alone when I say I cannot wait to get my hands on that. And back to you, Jeff. Fantastic. All right. Thank you very much, Sydney. Congratulations, Nintendo, for Я просто давно очень не заходила. Я не очень, наверное, знаю, что там. Могу ошибаться. Дустан! Я еще приду. Hi guys. How's it going, Jeff Keighley? Things are going well. You guys are very well branded here. Come on up. So let's talk about Destiny 2. First of all, the newly independent Bungie. It's so cool that you guys are releasing this on your own now. And as your shirt says, Shadowkeep is coming October 1. So we're going back to the moon, but tell us a bit about what we can expect from this expansion. Yeah, well, Shadowkeep is our new expansion. Like you said, come out October 1st. It involves the return of a character we haven't seen in a while, Eris Morn, one of the beloved characters from Destiny 1. Yeah. Now, Eris has gone on looking around in the moon, and from Destiny 1 also, and has discovered something horrible that has unleashed nightmares for all Guardians to come back in battle. So it's the moon, but it's totally transformed by the Hive. There's some new spaces that you've never seen before, and then there's spaces that you think look familiar but have been totally reimagined. Wow. Now, you guys are also changing kind of the business of Destiny a little bit in how you're approaching it. You know, free to play, and obviously, you know, First Light to be able to jump in. Tell us a bit about that and how that's going to change or affect the game. Yeah, New Light is definitely the best time to start Destiny, not only because it's free to download, but because the player very quickly is going to unlock the game. So if you want to jump in and play campaigns, no problem, we got you covered. If you want to fire team up, jump into Crucible, jump into Gambit, play co-op strikes, it's all available right off the bat. Wow, very cool. Then cross-save, you can play your Guardians on any platform you want. Yeah, that's awesome. Yeah, cross-save coming online, which everyone's excited about. And, you know, Armor 2.0, there's so much in this game which everyone wants to know about. But tonight, I know you guys prepared a little bit of news for folks on the season that's starting of The Undying. So who's dead that needs to come back to life? Well, I'm very lucky because I get to work on one of the teams that focuses on seasons, which means we're keeping Destiny fresh all the time. It's always a great time to jump in. Yeah. And this fall, while your Guardians are going to the moon to confront nightmares, the Vex are bringing the fight to us. Okay, the Vex. Well, let's check it out. You guys have a little story trailer here to set it up, right? Yes, we do. Awesome. All right, well, let's check it out. A brand new trailer for Destiny 2 Shadowkeep from Bungie. We appreciate them putting this together. Check it out. Thanks, guys. Мила с игроками общается в Твиттере, лол. Фолловит всех в ответ. Сколько ж у него фолловеров? Ой, зафолловленных. Картошки и бобов. У нас тоже надо картошку запихивать, кстати. Так, это что такое?
Чё за роботы? Чё за кисмос? We say that the Black Garden is the Я думала, они уже показали, ладно. But it was not the beginning. It was the reason. The life in the garden called out a question. The Vex are the answer. They will do anything to protect the garden. Они болтали, я поняла. In these things there is symmetry. No, the gateways have opened. The Vex are coming. The Vex. Никто на Алиэкспрессе. Блять! Сука! Я испугалась. Это очень неожиданный бынь был. Фу. Продолжение, походу, да. Шенму 3. Полезным я больше в кавычках называла, потому что, ну, у нас это в основном там салат всякие, по-моему. Точно в спире. Ну, насколько я помню, сам ремазерд оригинал, это первая часть, которая в прошлом году выходила, она ну так. То есть это, опять же, это дом, в котором тебе нужно делать штуки и убегать от. Контрол. Анти-Ицуна, собственно, чувак, сделавший DMC. Наоборот, блочит всех, лол. Every week. Да-да-да, с недавних пор. All right, some announcements there from the Epic Games Store about new titles joining that family, and I'm here with Расскажем, хороших снов тебе, Max, who's a big Magic player, because we're going to talk about MTG Arena, which is joining the Epic family, right? That is true, it is indeed. Magic has been part of players' lives for about 25 years all around the world, and вот это руки дрожат. Magic the Gathering Arena, we've had millions of people join us, and as we expand the game, we think the next best place for the game is to be part of the Epic Games Store, which will be coming this winter. Okay, so coming this winter to Epic Games Store, and Max, you're a big Magic player, you're streaming, playing it. What do you like about MTG Arena? I think the best part for me was playing drafts during the stream, because there's a Twitch add-on where your viewers, or what let your viewers live vote on which cards to pick. Yeah. Very interactive, a lot of fun, and yeah, I'm still try-harding off-camera a lot of MTG Arena, yeah.
All right, so we don't have to wait long. Coming this winter. Coming this winter, yeah, very soon. MTG Arena, awesome. MTG Well, thanks Arena. very much, Thank guys. you. All right, we'll check it out in the Epic Game Store. Thanks, guys. All right, well, now we've got another announcement for you guys. And this ties to a PlayStation game. By the way, I don't know if you guys heard the news. As we were here, Sony announced that they actually bought Insomniac. Среди японцев порядочно людей, которые общаются с комьюнити прям сами, нихера себе хватает их, охереть. Писали только на японском, какой-то журналист через переводчик у него что-то спросил, тут напишу на английском, перевод плохой, потом заблочил. Лол. Вот это да. Гастор никому не нужен, приходится больше. Скачет по выставке от разраба к разрабу. Erica Mason. I'm Sergeant Blake. It's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Johar. Is there anything I can do to help? Ну, что за фильм? There's something going on here. I need to find out what it is. Давай, Ксарт, расскажем. I'm going. Why are you following me? Let me go. Опять кино, ну да, киношечка. I know what I saw. I know what's real. My God, what have you done? Логика. Академия, например, довольно часто это прочитала, даже на русском написали. Интерактивное кино в большем понимании кино. У меня просто в таких интерактивных кино очень всегда напрягает, когда, ну, то есть ты сидишь, что-то вот раздумываешь, и у тебя персонаж... Ну, это прям кино-кино совсем. So first of all, let me kick off with you, Holly. Tell us a bit about Erica, the character that you play. So Erica is a little bit of an enigma. She's a girl who's had this incredibly traumatic childhood experience, and it's haunted her whole life, and it's shrouded in mystery. And so when you meet her and you join her on her journey, you sort of decide who she can trust. Может быть, типа черного зеркала той серии, там, где ты типа выбираешь. People see live action and they wonder, hey, is this another, Bandersnatch, Netflix style thing? Но здесь я вижу, так понимаю, этот отпечаток пальца, это ну, то, как ты будешь взаимодействовать со штуками. Типа. Да, там был эпизод. And so for that we knew we needed really nuanced performances with like strong emotional characters, and so Holly was perfect for that. More so than we can get in like Moko or something like that, mocap. The issue was, with video, it's always then feels a bit prescribed and chunky and blocky, and our big thing was we wanted to make this as interactive as other games, where you're touching the world in a very tactile way, very high fidelity. So we had to build this technology from the ground up. We had to throw away all of our design rule book, work out how to get a film culture and a games culture to work together. So the last couple of years has been us having to throw away everything we knew and start again, but we're so happy. So it's not just straight kind of branching A-B path. There's much more interactivity. Какая она красивая, господи, посмотрите на нее. О мой бог. Branching for a team of literally 6 people for the last couple of years. And я просто не могу глаз оторвать. To film this stuff, but it was kind of made quite like an intentionally ambiguous and quite out there sort of story, so that around a water cooler there's that thing of we've all seen it, but from what perspective did we see it? And that was something that really excited us. Tell me about filming this, because I'm sure you had all these different branching paths. Your character had to go in all these different directions. Oh my God, it was crazy. It was quite a massive challenge, because obviously I've never done anything like this before, and films are quite linear, and yeah, we had all these different branches to go down, and it's quite emotional for the character. It goes to quite a lot of deep and dark places, but also because of the interactive side, it has this physicality. So I had to, even though I was in the surroundings, and it's really me there, and so you get all the nuances
Российское интерактивное кино вышло. Что-то такое я слышала, да не мой типаж. Я люблю ветер. Просто, о май гад, просто. I had to do my own stunts, basically. It's incredibly hard, and it was absolutely brilliant. It just knew every avenue of the game. Like, it was absolutely magic. But yeah, Разные, скорее всего, разные. Да, это норма. Today, worldwide on PlayStation. Exactly, right after the show, it comes out, €9.99, pounds, dollars. It's been a labor of love for years, so this is really exciting for us. And then you can play it on the show floor if you're at Gamescom tomorrow. So. Awesome. All right. Well, Jack, Holly, thank you so much for coming all the way to Cologne. Thank you. Kick it off. Erica, appreciate it, guys. Thanks for coming by. Такая. All right, well, we've got a lot to tell you about Gamescom. Широкие улыбки, ты не любишь широкие улыбки? Вы знаете, умеет ли она готовить? Want to let you know that you can also go to Gamescom Now, which is on the Gamescom.global website, and that's a way that you can discover Gamescom all week. All the live streams throughout the week will be available through this portal to anyone around the world. Gamescom is really trying to bring the show to fans internationally and globally, even more this year. Чебупели микроволновки хватит. Throughout the week. So IGN is going to be doing live streams for the rest of the week from their studio, IGN at Gamescom Now. And there's also some other cool things like Anno, the game from Ubisoft, is going to have a free, it's going to be free on Uplay. У женщин нет, я предпочитаю рыцаря Мойра с довольно острыми чертами. Я поняла. Такие заточенные прям. This area is called the Gamescom Event Arena, and there'll be some great esports tournaments happening here. Я вам скажу, какие сейчас типажи мне ужасно нравятся. По каким двум актрисам я прям тащусь адово. Сейчас я вспомню имена. Ну, во-первых, Дейнерис из «Игры престолов» — это просто мой краш. Это просто, блядь, мой краш, потому что я могу пересматривать с ней видосы. Она настолько милая, смешная и... Farming Simulator League right to the top of Twitch, we hope, with all the activities. But this is like actually happening. Farming Simulator League. So you guys know this, I guess. When I saw this back in the Дженнифер Лоуренс. show this to people. So но мы можем просто решить, что мне нравятся люди с чувством юмора отличным, такие открытые, вот это вот, ну такие, господи. Зачем они такие идеальные? You guys get a whole week of Gamescom. There's a festival in the city of Cologne this weekend. But speaking of concerts, Sydney from IGN is. Но это и вот эти два типажа мне очень нравятся. Но опять же, я не могу сказать, что это, то есть я сейчас не очень уверена, что это именно типажи, потому что, может быть, они мне очень нравятся, потому что они вот у них черты там характера очень клевые, и в целом они мне нравятся начинать. Я не могу. Точно сказать. Дейнерис тебя бесит? В смысле, Дейнерис тебя внешне бесит? Или что именно тебя бесит? Yeah, of course. There's a new game coming out from Wargaming. And it's a hack and slash RPG called Pagan Online. And we thought a game about pagans, mythology, needed a Swedish pagan. And so we kind of put our singer's skin, but looking better than he would do in real life. And more badass than he does in the real life, and you can have the skin in the game now, along with some legendary weapons. Amazing! Well, I can't wait to see it, and good luck. Now that you need it at your concert, and now it's time to check Лоуренс бесит, не фиш. Чарт. Окей, тогда давайте на примерах, какой у вас типаж, алло. А то чё-то... Ubisoft! Bitches! Вообще не понимаю, о чем вы. Феррис торчала за мемов, он... А, все, я поняла. Ну, мне вообще нравится все миленькое, маленькие черты. Sunken Treasures, DLC 1. Миленькие такие черты лица и вот это вот все. Ну, красотки. Не могу, прям тащусь, хочется тискать. Ну, еще, ну, типа DLC к чему? Ничего не пропустил.
Ничего на самом деле не пропустил. Показали новое интерактивное кино, и вот сейчас показывают DLC к Анно, по-моему, Sunken Treasures. Sunken Treasures — это игра? Может, мне показалось, что Sunken Treasures — это... Ты ничего не пропустил, реально. Ничего не пропустил. Вот это третий DLC сейчас будет. Passage DLC 3. Угу. Sunken Treasures это было, да, DLC для Anno. Sunken Treasures это было название первого DLC. Где моя игра про пиратов, Ubisoft? Да, да. Это четвертое DLC, походу. Day and Night Cycle. Free Game Update. Ой-вей. Что вы кажете? Красиво. Красиво. Что надо было наебашить все это, господи. Ты еще, это то, которое еще не сломали? Темные волосы. Да, кстати, темные волосы, светлые глаза — это очень завораживающе. Да. Я даже не скажу, какой цвет волос нравится определенная, конечно, внешность такое. Нравились некоторые люди после того, как я с ним достаточно время, или наоборот, нравились меньше. Ну да, кстати. Найду одну девушку, в которую можно глянуть. Давай, интересно. Про пиратов для пиратов. Про пиратов, про пиратов. За пиратов. О пиратах. Я еще точно знаю, что меня ужасно привлекают азиатские типажи. Вот эти вот черты лица, вот это вот все. Прям... Игра от пиратов про пиратов за пиратов. Вот это послушная игра. Воу. Никогда не понимала, как может быть какой-то конкретный вкус во внешности. Но это когда тебе априори нравятся какие-то сочетания, какая-то внешность, вот это вот все. А, поняла. Реально, ну, то есть... Когда ты говорил про Мойру, реально, да, поняла. Team, and we are proud to present you our classic real-time strategy game, Iron Harvest 1920+. In Iron Harvest, giant diesel punk mechs were created to support the people, but instead caused trouble, chaos, and despair. And now it's your Стратегии turn to fight попёрли. back and to learn more about the Вот это усы! single-player campaign. Or challenge your friends in intense Какая растрепанная борода у in this него. squad-based combat RTS coming to PlayStation 4, Xbox One, and PC. And when we say PC, we say it's on Steam and it will be across other stores at launch. And if you're in Cologne anyway, give us your high five, come to Hall 9 and meet us at the Deep Server area. And don't forget to wishlist Iron Harvest on Steam. So now enjoy a new trailer and see you on the battlefield. We Battle were all of busy Rum. with our own small lives. Didn't know what went on in secret. Привет, заебись, блин. Didn't see the war. Стратегии очень много, кстати, да. Больше привлекает голос, если девушка может петь что-то из рока. Закос под Эш. Блин, ну Мойра из нее вышла бы вообще огонь. Years of torment and horror, like the world had never seen before. Азиаты тоже разные бывают, есть нормальные, есть как ребенок из... Блять, из дикого фильма. The Great War. Но это, скорее всего, больше про, знаешь, вот эти вот физиологическую форму глаз, форма челюсти, носа, вот это вот все. Вот в этом плане, наверное. Лицо в шее больше, чем... Сколько лосьон? Да она у него растрепанная была. Первая мировая Титана got my attention. Неплохо сила подтян.
Трейсер. Насколько помню, с подругой, которая по Трейсер, собственно, просила. Когда Мойры не было и говорили, что она Мерсипа. Иногда бывает такая внешность, что тебе говорят, ты там на того-то похож, и ты смотришь, думаешь, блин, а и в самом деле, слушай, есть какие-то черты такие схожие. Iron Harvest. Не особо интересует поэтому. Первое 9 это 9 января или это 1 сентября? Let's hear it for Best Action Adventure Game, Black Sad Under the Skin from Black Sad. Я прям очень хочется. Doom Eternal from ZeniMax. Best Mobile Game is Battle Чувака, что в Торе играл. Edition from Handy 1 сентября. Best Racing Game is Grid from Coke Media. Best Sports Game, Roller Первое сначала, по-моему, нет. Не... Planet Zoo from Frontier. Потому что здесь уже... Desperados 3 from THQ Да Nordic. похеру. Ладно, Best не важно. Family Game, Concrete Genie from Sony. Best Role-Playing Game, Wasteland. Она и на Трейсер похожа, если так вот сказать про Трейсер. Best PC Game is Ghost Recon Breakpoint from Ubisoft. Yeah, let's hear it for the winners. У меня была недавно история, я подсела, ну как подсела, я просто изредка хожу, смотрю ТикТок, и недавно я подписалась на девочку, пошла посмотреть ее Инстаграм, и я так ужасно расстроилась, когда узнала, что она замужем. Gamescom is the biggest gaming event on Earth, with over 350,000 fans attending from all over the world. But if you're not one of them, don't worry, because IGN has you covered. Starting Tuesday, IGN is bringing you a week of live coverage from Hall 7, streaming exclusive demos, На Криса Хемсворда. developer interviews, Нет, это не похож, мне кажется. Разные черты лица. Хотя надо поставить фотки рядом. Ну уж не Трейсер. Кодзима должен быть и должен сам Death Stranding представлять. Хотела сама сделать, но не то, чтобы просто сам факт, что... Ну... Просто... Я расстроилась. Ты хз, что знает, это Тор с молотом этот, такой блондин с длинными волосами. My name is Jeff. Call of Duty Modern Warfare. You're on brand, and this is Call of Duty Modern Warfare, but it's a reimagined Modern Warfare. Геймплей пока может быть, может быть. Настраивается, если кто-то сейчас... Неправда, между прочим. Неправда. But the overall narrative and the single-player storyline are completely new and fresh and updated to be relevant and fit in a present day. You guys had the multiplayer reveal a couple of weeks ago. Lots of news around that. Tell us, what's the focus of MP for... Супергероику надо вообще. So first of all, we were just blown away by the reaction from the fans and the players. Our overall goal this year for MP was to create the ultimate multiplayer playground. So we've got all sorts of shapes and sizes of experiences. We've got our smaller, tighter, fast and frenetic 2v2 maps. We've got our more traditional 6v6 maps. And we've also got experiences on our larger scale maps that are going to support upwards of 100 players. Oh, wow. Okay, and you're also doing crossplay as well, right? Yes, we are indeed. So we've actually had a lot of questions from the community about how crossplay works. Yeah. In a nutshell, you'll be able to play console to console and console to PC. So if you're partying up on console and you have a friend on PC that you want to play with, you guys can play together. Oh, wow. Okay, so across everything, it's all going to work. Absolutely. All right. You also had a fun mode that I got to play back in May at the studio, 2v2 gunfight, which is like, tell us a bit about it. It's like a ton of fun. That's right. It is fast-paced. It is a ton of fun. It's fast. It's frenetic. I actually heard you did pretty well over there. We had a fun time. Me and Andy McNamara from Game Informer took down some other heroes. I don't think we compete against some of the Courage or those guys, but it's those guys are real. Взаимодействие покажет на презентации Death Stranding, как я на Киберпанк. Fun mode, and I understand that you guys are going to be. We know you're doing a. Вика против института брака расстраивается, если люди на это идут, так это нет.
Absolutely. So first of all, if you're here and happen to be at the show, you will be able to Казима любит играть с игроками в недомолвки на этапе рекламы. Это да, это я знаю. Это я знаю, мне кажется, это распространенная очень история. Как долго? До 11. С 9 до 11, полчаса еще. Полчасика, 2 часа всего идет. Далеко зашел, даже геймплей еще не пока. Ну это же все вот эти, да, нагнетание тумана и вот этого всего. Киану мог бы в игре Кодзима, они придумали звать ребята. Этот... Мид. Как это? Блять. Микельсон! Мац Микельсон, блядь! Мац Микельсон! Да, Мац Микельсон. Спасибо. Они вместо Киану в итоге Микельсона взяли. Но он, блядь, какой он... Ладно. Это бухло разговаривает, не буду. Быть мне немного не выспавшимся завтра. А ты сейчас хотел идти спать? Чуть не наебнулся с кресла. Тебе надо что-то пожать от судорог. Для начала бы понять, из-за чего они. Hello for the players. Now, you know, I've spent a lot of time around game developers during the final hours of development on their games, and sometimes you just can't do anything but think about finishing your game, and you can't travel anywhere, you're focused in the studio. Now it's time to introduce a guest who is only weeks away from finishing his next title, but that didn't stop him from flying halfway around the world to be Ну, here смотри, я at думаю, тут Gamescom совсем капелюшка with us tonight. осталась. I'm so Вот, honored не that особо... he's here. You may know who I'm talking about, but take a look at this. Ну, понятно, вот, как бы, собственно, и осталось. Собака сутулая! Глаза факапнули, в смысле, а что за факап? Я не слышала, что? Я не слышала, я не услышала, что он сказал. Что он не приехал? Such an honor to work with you. You're such a genius. He is one of the most principled, loyal, and ethical men I have ever met. I love games. I love this world. I really love you all from my heart. I'd do anything for this guy, for real. Oh yeah. Эндертул, что там? Strand on your feet. He's here, the one and only Hideo Kojima. Woo! Ну, погляньте-ка, апокалиптику. Если нет на ПК будет, как играть. Mr. Kojima, it is such an honor to have you with us. I know. 15-го Konami не пустила. Запретили адвоката ехать. Нихера себе. Постеры клевые, да. I returned after 5 years to visit Gamescom again. It's great to have you back. Что вы настолько заняты разработкой игры, что у вас не только нет времени. Death Stranding is in the final, really crunch time of development stage, and I shouldn't actually be here, but I really wanted to meet you all, so I came. В 2015-м он разговаривал на английском. Он был занят разработкой. У Микельсона в половине фильмов, но он такой охуенный, господи, чуваки. Блять. Блять, и плакать.
Did you like it? Mats Mikkelsen. Death Stranding is a totally new game. It's an open world game, and it's a very. В Твиттере, да, я это слышала, что у него типа там недавно у него что там про танки, что-то какой-то пост был, и все в нем разочаровались. Какой-то фильм российский, он там постил себе. Согласен на провод ушей, теперь понемногу из-под него. Let's look at the first one. Okay, let's take a look at the first character from Mr. Kojima. Что за, блядь, ребенок в бутылке? Ну что за хуйня? На мою знакомую похоже. Закуска не употреблять. Да он не похож на Шонобина. У нас с тобой есть одна и та же знакомая, видимо. Она... Ребенок пуповиной к ней привязан? Да. What is she? She's my daughter. And I'm her mama. А это мама, вот. Ребенок в бутылке вообще выживать деловому человеку. Now you know why I can't leave. Что, блядь, происходит, господи? Нихуя игрушка. That was kind of the introduction scene of Mama, played by Miss Margaret Qualley. デス・ストランディングにはすごくユニークなキャラがいっぱい登場して、メインストーリーの他に各キャラクターの伏線がいっぱい絡み合って出来上がっているお話です。So there are a lot of characters appear in Death Stranding, and each unique character has like a sub-story from apart from the main story. で、ママは、お腹の赤ちゃんがこの世に生まれず、чувак, который на Gamescom писал, что... So Mama's setting is that her baby was born unfortunately on the other side and not in her world. So, but however, they are still connected by the umbilical cord. So that's why she can't. That's how they kind of. Короче, типа у чуваков почти максимального там уровня билеты. А с Кодзимой они увидеться не могут, потому что билеты, чтобы повидаться с Кодзимой, уже проданы. Давайте по традиции. Гениально! The real world, and they're still connected. That's why she can't move from that location. I have another one to see. Show you. Okay. English это нормально, да. A lot of stuff. Yes. Не получается даже как Наташа делает.
У него заляпано, его ребенка заляпало. Плот твист, на самом деле главный чувак справа. Что, в очках просто рандомные шутки? С Кодзимой зачем? Не знаю. VIP-билеты есть гениальные билеты. Гильермо Дель Торо. Серьезно? Лол. Ну, типа, хуй знает, там, может быть, meet and greet, что-то такое, знаешь, там. Я знаю. Но там, типа, видимо, какой-то, может быть, сессия, типа, вопрос-ответ или еще что-то. Хуй знает. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. Mother's womb, что, блядь? Babies need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain лицо, да. for so long, which is why we must periodically update the А про этих детей тоже было понятно? it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the Steel Mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. А про этих детей тоже было? И про ту маму тоже было? Will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. Ну, то прикинь же, сколько народу ее купит. Просто потому что. Блять, чтобы, блять, понять, что происходит. Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained Кино for over a year. Ну, теперь хоть... It may need to be retired. Понятно, для чего эти дети? Непонятно, на самом деле. Субтитры. You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. Ну, это новый персонаж, ребенок. And recover more past data. Perhaps we'll find our answers. Ну, хопа, детей потом нету, ага. Нихуя непонятно, слушайте. Чем дальше, тем нихуя непонятнее. Зато и это красивое лого. デルトロ監督が演じるデッドマンと、BB の紹介。МГС-4 там совсем заложено. Но он экспериментирует, что сразу. 今までサムが胸に抱いて、BB ポットに入れて、連れて歩いてる、その赤ちゃんですけど、これが何なのかという皆さん分からなかったんですけど、大体この登場シーンを見たら分かると思います。Отличающаяся от You сцен saw фильма. the video explaining what BB was about, and you saw that Sam always had this baby in his pod, and wondering what it was about. So that gives a great explanation of it. あの世とつながった BB とサムがつながることで、 Поняли, для чего нужен ребенок? ただ彼はこっちの世界に帰ってこれないというすごい悲しい設定ですね。 So it's again another kind of a sad story that Sam has with the BB, because the BB is connected to the world of the dead, and that allows the connection between BB and Sam so that the Sam could see the BTs. で皆さんはサムとなって BB と共に、旅を続けるっていうことなんで、BB とサムの До 2 минут для твоего Деспирадос хватит. So you will, Это so важнее. you will kind of have this journey with the baby together, and you will have attachment and more connection, and that will be the part of the gameplay. Wow. Well, it's pretty amazing to see the level that you're thinking of the two worlds, everything coming together. It's amazing. Well, Mr. Kojima, I think everyone here is excited to see characters, but I don't know about you, but... You will become an anime girl, but you'll be lesbian. Не вижу проблем. ですね、ゲームプレイは
TGS で見せようかなと思ってました。I'm kind of thinking of showing the gameplay. Сколько раз вы скажете «да»? なんですけど、ジェフがこんだけ言うんで、皆さんもこんなに熱いんで、ちょっとだけお見せします。Где Elden Ring, где биомутанты, где как бы, ну, тут еще должны были быть игры. В списке был Elden Ring еще, Elden. Самая длинная катсцена МГС 27 минут, сука. And of course there'll be a little gameplay that I would like to show you next, but there'll be a kind of a star that will come out. Make sure you catch that star that appears. じゃあ皆さん一緒に見ましょう。 Let's look at it together. All right, here we go. The first gameplay, Death Stranding. Получите $1 миллион на встать. Ну, не вижу разницы между... Ну, типа... Окей. Какая разница? Сейчас хопа океану. Не геймплей. А хотя? А потом мне кажется, что это интерактивное кино, знаете? Let's get it moving. Press someone to wake up. Чуваки, тут офишали надо ссать. Тут офишали надо писать, чтобы опустошать свой мочевой. Просто, блядь. Грибочек вырос. Гляньте. Он высыл гриб. А вот этот Сэм, видимо, новый. Спасибо, что обрезали, потому что он, блядь, долго шел. Гриб свиньи, а не люди. Вот так вот. Ха! Симулятор туриста. Так кто-то есть, это разве он орет? Я думала, это кто-то ему орет. Лол! Это он орет? Я думала, кто-то ему со стороны орет, лол. Нахуй забирать лестницу, не надо. Пускай. Вернется еще за ней. Who is that? Геймплей огонь, здесь писать можно. Он пописал и высыл гриб. И лестница есть раскладывающаяся. Спел лестницу, место не ставит. Сука. Ребенок посветлел.
Ну что, узнали, кто это? Кто это, блядь? Кто это? Не похож. Не похож. А, блядь! Сука, он как это... Лол, блядь. А ножку он отставлял? It's okay, it's alright! Конечно, блядь, наебнулся на ребенка. Я бы тоже орала. Может, кто-то хотел узнать, что будет, если упасть. Вот, смотрите, он ускоряется при падении при спускании. Прыгнуть со скалы, о боже, ударился лицом на землю. Just my luck. Долбануться с такого еще и трясет, что ждал. Хорошо быть другом Кодзимы, да. Пока нихуя непонятно, на самом деле, такое как бы. Но вот это было смешно. Да не похож он! The voice is different, but we asked Jeff to appear in our game as a cameo. Thank you. It was honored to be asked to be in the game. Matthew Mercer actually does the voice of the character that I play in the game, and I know there are a bunch of cameos in the game as well from friends of yours. Tell me a bit about the gameplay that we got to see there. I know it's a new style of game. And you've talked about, the Strand genre, and да не похож. there are a lot of hints there about the type of game that you're going to play. Игра не прыгни. Ну, пока нихуя не понятно на самом деле. Если сшибать на охуительный сюжетный геймплей, это же ходьба. Ходьба и лестница, и поссать. В смысле, ты, блядь, про поссать забыл? I can't really say so much, but you're going to play as Sam, and you're going to have to connect the fractured cities and people from east to west, and you have to connect. Заинтересовал не настолько, но мне тоже любопытно будет посмотреть, что это будет в итоге. Как бы не вау, боже мой, гениально. Но интересно, что это. Obstacles in the way, like BTs or terrorists, to avoid that. その中にですね、一人で暮らしているジェフみたいなプレッパーズというのがいまして。 And there are, along the way, you'll find people like living alone, like you saw Jeff. We call it preppers. で、彼ら隠れて暮らしてるので、メインストーリーにはあんまり関係ない人もいます。There are actually kind of hiding, so some preppers don't really have to do with the main storyline. なんで、彼らを探して彼らと仲良くなればいいことが起こると。その一つの例が先ほどのビデオですね。So you might want to find these preppers along the way, and if you kind of get connected with them, you might have some good things that they provide you. 世界をつないでいくんですけども、Когда и выходит вообще? 世界中の皆さんがつながっているという。そういう仕組みのゲームです。その中身はまだ言えませんけど。So I can't really reveal too much, but when you start to connect like this in the game with preppers and others, you will notice that you're kind of connected to the people worldwide. あと先ほどの監督が出てるビデオで BB が自家中毒になるっていうところありましたけど、BB にストレスをかけると泣くので、そこであやすときに、先ほどのビデオはプレイステーション4の、モーションセンサーのコントローラーで。Много ли вы знаете игр, в которых можно ссать? Я не помню. You saw in the gameplay as well when you kind of felt the baby is stressed. So what you do is you use the PlayStation 4's motion controller, sensitive controller, and you kind of берешь его на ручки и делаешь вот так. But if you shake too fast, the baby will get angry. So make sure you kind of handle with care. Блять, просто, сука. About the urine part. В Детройте ты посуду моешь, здесь ты ребенка укачиваешь.
前を見ようとカメラを回しても、サムは絶対見せないです。So if you're like try to Постол же. try to move А the еще. camera and try to see what he's Главное. doing, Sam will move away, so you'll never see actually what he's doing. あと街中とか人がいるところではサムはおしっこしませんので。But and also there's an option where you cannot Симса. release Симса yourself хороши. like that. ホーマンファンの方は安心してください。Like if people are near you. So В этом можно было ссать. В протоколе, кстати. Офигенно можно было ссать. Я теперь как мужик идеально умею целиться в дырку. И не проливать. 武器にもなりますし、皆さんをつなぐキーにもなります。So, yes, Помыть ребенка, покачать посуду, поставить. Там, наверное, не ты. Ну, это все еще персонаж, которым ты управляешь. Здесь то же самое. Мои саммеркартом тоже можно ссать, господи. Не на колеса машины, надеюсь. You saw the mushroom growing, so if everyone kind of does it at the same spot, you will have something good later on. В смысле, if everyone does it on the same spot? Это, блядь, ММО? Well, of course, that's not the main part of the game, okay? Капсулу с ребенком в скалу двинуть, я бы еще подумал. Такой символ. Get a little insight into your mind between those clips. Главная компания МГС 2 варки что-то более серьезное, чем сайт. Also без минуты 11. Ну, походу, может быть, чуть дольше будет, я не знаю. It was a couple years ago when you scanned me. You wouldn't even tell me what we were doing, but you're like, come down to San Diego. Sit here, they put dots on my face. They did the full scan. I was there the same day that Nicholas Winden-Refn did his scan as well. This was like, I think, September, October, 2 years ago. And I didn't know what you were going to do with it. You're like, trust me, Jeff. I'm like, okay, sure. And then I find out I'm Luden's fan, right? Tampoco son. 彼のとこ行って彼にいろいろこう仲良くなるといいものをくれたりするので。So if you find him in the game and if you go to him and make the connection with him, he might give you something good. まあジェフは比較的見つけやすいところに隠れてるんで。Jeff is actually kind of apparent, and you could find him easily. So when the game comes out, Catherine full body еще не было. Ну, значит, будет еще, наверное, час, не 2 часа. Потому что еще много всего не показали. Всем показывают трейлер с одним персонажем, большой часть игры мы бегаем. Yes, I can't really say who yet, but there are many people in cameos. Mr. Kojima, thank you so much for coming all this way to share a little bit more of Death Stranding with us. What do you guys think? Pretty insane, right? Hideo Kojima. There's so much there, and we don't have to wait long because you guys are on track for the game to come out this November, right? Excellent. All right, Mr. Kojima, thank you so much. The Sony booth and the signing session? Yes, that's right. And Mr. Kojima will also be doing a Вот. signing session here. Signing session, на которую проданы все билеты. One more thing, sorry. 今日ここで発表しなかったサムが何をすべきか、プレイヤーが何をするかっていうのを簡単に分かるようなブリーフィングの映像もブースで流しますので。 Тут еще много всего. You'll see more about like the briefing. The reason why Sam has to do this, the briefing scenes, you'll see at the Sony booth from tomorrow. So if you have time, just stop by. 先ほどのジェフのビデオがより分かりやすく。 And if you see that, you'll understand what you saw today with trying to find Jeff and things like that. So it will be, you'll get to be revealed more, and you'll be understanding what we saw today. Покажут все же больше выставка, туда приходят люди посмотреть и поиграть. Но это же был список того, что будет показано. Там был список того, что покажут. Да. В самом начале был список. Но походу все, да. И все. Потому что они в начале, когда показывали, была табличка, типа, что, зачем будет идти. Девочки, когда, типа, вот, и следующая, там, Borderlands 3, вот, и следующая, там, такая-то, такая-то, следующая, такая-то. У них в табличке это было, которое высвечивалось. We've got some pretty cool stuff to show you guys and some big new announcements, so stay tuned for that. But enjoy Gamescom, guys. Thank you so much. I'm Jeff Keighley. Have a great Gamescom, and we'll see you in December at the Game Awards. Good night.
Ну, короче, у Майков было. Я все перепутала. Мне казалось, что здесь тоже были списки того, что будет, что, куда. Типа вот там Stalker 2, Elden Ring, как бы, ну... Бэч! Поймала. Сорян, меня крутануло полностью. Сорян. Они приехали. Ну, ладно, окей. Так, подождите, почему у меня кусочек? Алло! Вот так вот. Другое дело. Ну все, мы посмотрели с вами Gamescom. Посмотрели с вами Gamescom. Gamescom говно. Зато кратенько, и не в 5 утра. Когда следующая конфа? Ну, следующий, что там у них? Xbox Inside, что-то в октябре, в ноябре. Что-то такое, я не помню. Всегда удивляюсь, когда Кодзима побреется, у него не будет бороды, он будет пиздецким молодым, несмотря на своего... А сколько ему лет? Все просто он не понял. Сков. Он азиат, и часто так работает. У них так всегда. Хороших снов, Сталин. Ты додержался, и я надеюсь, что ты умудришься выспаться. Хороших снов тебе. Спасибо, что посидела, и спасибо еще раз за ресап. Бай. Когда у Sony весной, по-моему. Ему 6-й десяток идет. У азиатов, по-моему, примерно так и работает. Они охуенные, потом хоп, сморщившаяся виноградина. Ну, хотя, опять же, 50 плюс, ну, как бы там 50-50 плюс, это и не так уж и, ну, типа, не настолько уж и пиздец. Elden Ring, походу, да, за закрытыми дверями. Ну, то есть им и так уже там на этой конференции очень много показали и про имеющиеся уже, и про показанные игры очень много показали за закрытыми дверями. И, видимо, оставшиеся тоже за закрытыми. Gamescom следующий через год, в следующем году уже. Поэтому пока что все. В следующем году уже аж. Но мы будем, опять же, E3 смотреть. Опять, наверное, ну, следующий у нас начнется с E3. У Sony конфа 60, 55, через 5 дней 56. Осталось максимум Игромир. Но Игромир же не стримит никто вроде, нет? Или стримят тоже? Так, сейчас я приду, потому что это пиво.